Пока-пока-пока-пока. Разноцветный город, зачем растаял ты в дымке голубой? Разноцветный город, когда еще смогу встретиться с тобой? До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. А мы уходим, уводят нас года. А мы уходим, чтоб вместе быть всегда. Не. Отступает день на совсем сторон. Знаю, что на счастье подарен он. Знаю, что на счастье, знаю, Чё за на нахуй? счастье тепла Заебал. и легка. А, Мне в ладонь легла твоя рука. Разноцветный
Бля, не еби мозга. Не в ладонь легла твоя рука. Разноцветный город. До свидания. Разноцветный город. До свидания. Разноцветный город. До свидания. Разноцветный город. Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой, вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой. Я мог бы стать скалой, но уже другой. Кто-то молодой, кто-то пьяный. Хочет стать рекой, быть темною водой, вечно молодой, вечно пьяный. Привет. Ну, здоровье так себе. А дела нормально. Приболел. Очень неприятным образом. Здорово. Спасибо. Прям что-то как-то кашель жесткая была. Два дня назад началось еще. Вчера ингаляционным аппаратом начал пользоваться. Блин, вообще пипец. После него вообще ощущаю себя не очень. Ну как, слабость какая-то жесткая. Беридуалом пользуюсь. Вообще пизда. Эта херня неплохо так этого легкие расширяет или что-то в этом роде.
И ты как будто это... Можешь дышать так, как когда раньше. Препарат такой. Ёпта. 3 часа ночи просыпался. И после этого... думаю, такой сижу. Блин. Ну, от кашля проснулся вдруг. Захерачку я еще раз этого препарата. Прямо он у меня на кровати лежит. Пользуюсь им и утром просыпаюсь, потом капец каким выспавшимся. Благодаря нему, получается, я как будто бы это... пока спал, дышал полной грудью. Но вот сейчас я опять его применил и... Сегодня только один раз применял. И слабость какая-то безумная. Сейчас сидел, думал, блин, может не стоит заводить с ним. А потом, да блин, давно не заводил. Надо, подумал, надо. И сейчас вот сижу, ебусь с ебучим GTA. С Rockstar Game с лаунчером, который не работает у меня почему-то. Я, ну, просто не понимаю, в чем дело. Эта сволочь просто не хочет запускаться. И чё, как быть? У меня есть GTA 5 на Epic Games Store. Я его ухватил однажды по раздаче. Однажды в Epic Games Store GTA 5 раздавали, да, бесплатно. И теперь я вот сижу, блин, пытаюсь его запустить, и ни хера не работает. Без понятия. Я его удалил и запустил. Что я это сейчас только не делал? Блин, вообще не понимаю. Да, я тоже забыл о нем вообще. Думал, сейчас просто запущу GTA 5 и кайфану. Сам GTA 5 весит 150 гигабайт, блин. То есть я бы без проблем его удалил, установил заново, если бы не это. Но это вряд ли тоже решит проблему. Поэтому я такой... Ну ё-моё. Блин, может они мне это... Сейчас я кое-что попробую. Возможно, стрим отвалится на какое-то время. А может это санкции опять же эти ебучие. У меня просто есть одна утилита, которая может быть решит эту проблему. Но не точно. Но не точно. Так. Где она у меня? Сука, Шура. Блять, а я сидел, рисовал еще и делал картинку эту. Типа, мол, сейчас будем играть в GTA. Типа, вся херня. Вот это вот. И чё в итоге? Чё в итоге? Хер там плавал, получается, или что? Не, вообще есть варианты. Но первый вариант это попробовать подрубить одну херню, которая мне поможет пробиться через эту мочу санкционную. Только вот найти бы его.
Если я его, конечно, не удалил. Не, ну хз, я его вроде не удалял. Ага, есть, нашел. Так. Сейчас стрим отрубится. Ладно. Хуета не работает. Ах, что такое движется там по реке? Белым дымом играет и блещет металлом на солнце. Ах, что такое слышится там вдалеке? Эти звуки истомы знакомы навстречу летят. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Лебедем белым скользя по волне, плавно навстречу идет пароход. Ах, кто стоит на палубе там у перил, и смеется, и плачет, и машет приветно платочком. И по ветру весеннему нежно поплыл, мне истомы знакомый навстречу тот город. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. То, что я видел, как плавно навстречу везет пароход. Вот с путей переброшенных хлынул поток. Пассажиры, матросы, вопросы, ответы, улыбки. Ах, птичка прелестная, словно цветок, расцветает между ними большими глазами блестя. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. То, что я видел когда-то во сне, в гости навстречу привез пароход. Ой, блядь. Всем привет, с вами Юникос.
Ой, бля. Господи. Да в рот того копать. А может вообще... На сайте Rockstar возможно скачать нормально. Какой хороший день. Я даже не знаю. Какой хороший день. Какой хороший день. Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветов. Какой хороший день, чтоб трей-трей кинул флоу. Какой хороший день, ты нам бейс, ты танцпол. Просто двигайся и все, просто двигайся и все. Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветов. Какой хороший день, чтоб трей-трей кинул флоу. Какой хороший день, ты нам бейс, ты танцпол. Просто двигайся и все, просто двигайся и все. Цепочка с хаосом, в руке пинта Гиннесса. В новеньком наряде ты пришел сюда подвигаться. Через бой он на советский, затем на лиговский. Я знаю, что за стены будут летом нами вынесены. Прада, Панама, но спереди Адидас. Спешл пара займет весь шкаф. Твои глаза так тянут меня гулять. Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветов. Какой хороший день, чтоб трей-трей кинул флоу. Какой хороший день, ты нам бейс. Попробую отдельно скачать Rockstar Launcher. Может так получится? Какой хороший день, ты нам бейс, ты танцпол. Просто двигайся и все, просто двигайся и все. Сегодня очень теплый, Стейси улыбается. Трей-трей сегодня веселый, хлопчик заливается. Белые футболки, гамперони открываются. Вокруг танцуют люди, диджей Сонику все нравится. Зал, спорт, wellness, ну сегодня Say City. Сегодня день уничтожения шпицалятины. Цветет тебе, мой милый друг, он как и ты красивый. Я иду на место получения твоей улыбки. Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветов. Какой хороший день, чтоб трей-трей кинул флоу. Какой хороший день, ты нам бейс, ты танцпол. Просто двигайся и все, просто двигайся. Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветов. Какой хороший день, чтоб трей-трей кинул флоу. Какой хороший день, ты нам бейс, ты танцпол. Просто двигайся и все, просто двигайся и все. Не понял. Привет, Гудзон. А чё на ВК, а не на Твиче? На Твиче нету? Господи. Ну я, короче, связь там врубал, включал, хотел исправить кое-что. Сучий потрох. Так, ща, подожди. Он до сих пор не может подключиться. Я ж думал, забанили. Не.
Заебал этот... Сука, почему не работает, блин? Не получилось. Я отдельно Games, Rockstar Games Launcher скачал. Показалось, что он вроде как ну, нормально запустился, установился. Но нет. Вот Rockstar Games SDK вот что-то вот включается потом. И все, тут ошибка. И пиздец. Я не понял. Я просто не понимаю. Что ему надо? Ладно. Так, Рокс. Это ошибка. Непредвиденная ошибка Rockstar. Блин, охуенно не придумали, конечно. Давай тогда другое поиграем. Ну, мне реально вообще нет сил этим говном заниматься, серьезно. Думал, смогу поиграть, а хуй там. Ладно, в рот того. Давайте поиграем лучше Death Stranding. Я его давно планировал поиграть. В таком же ключе, получается, я не смогу поиграть тот же Red Dead Redemption, походу, снова. Но это пиздец печально. Ладненько. Давайте Death Stranding поиграем. Он садится с нею рядом, он берет ее за плечи, и причудливым узором засверкает его речь. Слушай, там далеко-далеко есть земля, там Новый год, ты не поверишь, там Новый год 2 раза в год. Вот, там снег, там столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит неба и звездам не видать с вершин. Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится Тихий огонек моей души.
Из GTA такое. Но Rockstar Game Launcher просто не запускается. Он просто, ну, не пашет. Тихо-тихо-тихо, там Нью-Йорк говорит с Москвой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Москва, Москва, забери меня домой. Долгую упрямую строкой бежит дорога подо мной. Еще чуть-чуть и распрощаемся с землей, а ей клянется, что вернется. Совру так с места не сойду, врет. Ой, так, хорошо. Ебать. Окей. Ну все. Death Stranding. Ну, что тут? Все на русском, нифига. Добро пожаловать в симулятор курьера. Ну, кайф. Не, ну кайф. Погнали. Не, ну тут я зачилю, ребята. Вообще жестко зачилю. Выберите уровень сложности, на котором вы хотите поиграть. В дальнейшем его можно будет изменить. Среднее. Кто хорошо знаком с жанром боевиков, доставки сражений станет сложнее, но если пройти игру на этом уровне... О. Все остальные курьеры обзавидуют, слышали? Ну, вот, наверное, вот так. Вам крупный или средний? Ребята. Очки надеты? Или без очков сидите? Крупный, да? Хорошо. Без очков сидите. Ой, блин. Ядрить. Я сейчас жестко заболел. Гудзон. Я поэтому не стримил. Я кашлял просто безумно жестко 2 дня назад. И вчера тоже, в принципе. Чуть ли не сознание терял от силы кашля. Пиздос. 2 дня назад от кашля блеванул аж. И, короче, вчера с респиратора включил. Ингаляторный респиратор. Вот. Дышу через это пар. Беридуалом. А этот беридуал, он такой препарат, походу, сильный. Я от него слабею, пиздец. Я сегодня один раз хапнул его всего лишь. Больше, думаю, не надо. Ну, по крайней мере, кашля больше нет. Тьфу-тьфу-тьфу. Как будто бы нет. Короче, этот беридуал, он прям легкий расширяет жестко. И ты, ну, мокроту разжижает и так далее. Мне как будто объем легких ну, жесткий стал. А, пол. Ну да. 1 декабря. Да. Высокий уровень способностей дума наблюдаются у лиц, родившихся под таким созвездием, как рак, рыба, кит, дельфин и орион. Так. Подождите. А под каким созвездием родился я? Так. Так, 1 декабря 1991, под каким созвездием рожден? Солнце. Вроде солнце. А давайте-ка я еще у этого спрошу.
чата GPT. Ну просто под зодиаком Стрельца. А Орион тогда что означает? Э, Так, нихера себе, мне тут чат GPT выдал бы вообще. Короче, характеристики стрельца, которые родились 1 декабря. Элемент огонь. Это придает стрельцам энергичность, энтузиазм и жизненную силу. Качество. Стрельцы подносятся к мутабельным знакам, что делает их гибкими и адаптивными. Они умеют находить выход из сложнейших ситуаций и легко справляться с изменениями. Так, потом еще планета-покровитель. Это Юпитер. Эта планета ассоциируется с удачей, расширением философии и высокими идеалами. Так, личное качество. Оптимизм. Стрельцы, как правило, имеют позитивный взгляд на жизнь и умеют вдохновлять окружающих. Ебать оформленное. Я у мамы художник. А, ты на Твиче? Да, ну, пойдет. Так, стремление к свободе. Они ценят свободу, не независимость, поэтому могут не любить ограничения и обязательства. Интеллект и любопытство. Стрельцы тянутся к новым знаниям и приключениям, не боятся исследовать новые горизонты, будь то в учебе, путешествиях или хобби. Честность. Они известны своей прямолинейностью и искренностью, иногда могут быть слишком откровенными, но это да, про меня. Влюбленность и отношения. Стрельцы иногда могут быть непостоянными в отношениях, так как склонны искать новые впечатления и приключения. Они ищут партнера, который разделяет их интересы и увлечения и ценит искренность и честность в отношениях. Советы для стрельцов. Постарайтесь контролировать свою импульсивность и обучаться терпению. Ну, терпение, да. Используйте свою энергию и оптимизм для достижения поставленных целей. Не забывайте о важности глубоких эмоций и обязательств в отношениях. Но под каким созвездием я рожден, непонятно. Есть свой шанс. Спасибо. У меня большая часть баб стрельцы были. Ни на что не намекаю. А у меня почему-то все рыбы. Ты случаем не рыба, Дима? У меня вот почему-то рыба. У меня жена рыба, мой лучший друг рыба, с которым я хоть и редко вижусь, но я прям знаю. И у меня первая девушка рыба, скорпион. Я как-то со скорпионом встречался. Ну, со скорпионшей, точнее. Странная особа была. Ну ладно. Погнали. Ну, что-то под водой. Что за рыцарь? А, Каджима Продакшн. Я уж подумал... Ну ладно. Цикадзимба. Веревка и палка — два древнейших. Веревка, чтобы притягивать хорошее, палка, чтобы отгонять плохое. Они стали нашими первыми друзьями-помощниками. Где были люди, там всегда появлялась веревка и палка. Коба-аба, веревка. Блин, Ода про Однажды веревку. произошел взрыв. Все. Он породил пространство и время. Чилим. Однажды произошел взрыв, и планета начала вращаться в пространстве. Однажды произошел взрыв. Он породил жизнь, какой мы ее знаем. А затем еще один взрыв. Да.
Мац Микельсон. Лесю Дюкс. Маргарет Куилли. Трой Бейкер. Ну, нет. Тома Эрл Дженкинс. Специальная аппиранс Гильермо Дель Торо. Также Николас Уиндинг Рефен. Джесси Корти. Жесткий. Даррен Джейкобс. Ну, он гей вообще такой, какой-то совершенно иного уровня человек. Эмили О'Брайен. И Линдси Вагнер. Вот это отражение балдежное. Ошалеть можно. Капли дождя седину добавляют. Крутой мод. Трехколесный. Офигеть, не прыгает. О, давай, олень, ты сможешь? Блять. Олень умер. Капец, он разложился. Этот дождь типа старит людей быстро. Перелет, по-моему, не? Блин, что она тут делает? Ого, все, нету ее. Сбили бабу. Блин, я думал, она одна из таких ключевых персонажей, она вон сдохла. Это дождь называется работать. Нет. Класс. Твою мать. Ого, началось. Так, все мое дерьмо надо собрать. Или я все собрал? Ладно, походу. Утерянный груз. Центральный узел.
А, непрерывное лазание еще есть. Прикольно. Я мог бы переждать там дождь. Будем пережидать дождь в пещере. Норман Ридус. Александр Кашабай. Нифига себе, они даже титры актер озвучки добавили. Вау. Не, ну Кодзима хорош. Реально хорош. Выросший олень. Нифига себе. Видимо, он в бане часто бывает. Там его шлепают прям руками по спине. Что такое? Нифига себе покраснение. Типа какое-то дерьмо близко. Она жива. Экспресс. Agile. Я вообще понять не могу, какого размера это существо или что вообще. Да сколько можно? Не, ну графон, конечно, да. М. Она всегда плачет, да, видимо? Плачет, но не ноет. Любопытно. А, мы все плачем. Понял. Пролог. Портер. Это что-то типа аллергии. Вроде ушли. Ты чего? Прости, что сильно схватила.
Слезы. Хера там аж Хиральная след. аллергия. осталось. Так, у тебя долг, Хиральная как у аллергия. меня. У тебя фактор вымирания явно покруче. Какой уровень? Ты их видишь, да? Нет, но чувствую. Второй, значит. Что ты здесь делаешь? Пытаюсь не намокнуть. Как и ты. Дождь вроде стих. Меня зовут Фреджил. Татьяна Слыхал Эрмилова. про тебя. Фреджайл. Правда? Сэм Портер Бриджес. Тот, кто доставляет. Она не курьер. Написано экспресс. Тихоходки. Червячки. Криптобиот на ужин и зонтик не нужен. Хочешь поработать? на Кушает меня? вкусно. Одному тут, наверное, тяжело. Да? Я думал, в экспрессе работает много людей. Много предателей. Хм. От нас мало что осталось, кроме пары честных трудяг. Да и от меня. Тоже Опа. мало что осталось. Вымотала от шеи до ног. Ничем помочь не могу. Типа у нее Я тело просто старое. курьер, и все. Центральная диспетчерская Бриджес. Подрядчик фрилансер Сэм Портер Бриджес. Адресат ожидает посылку. Портер. Идешь в город? Странный зонтик. Осторожно. Эти твари не уходят надолго. Ну я ж не сказал дерьмовый зонтик, я сказал странный. Дождь ускоряет время для всего, чего касается. Но он не все может смыть. Прошлое не отпускает. Увидимся, Сэм Портер Бриджес. Ай. Ей прикольно, она телепортироваться, походу, может. Красный индикатор крови, он сам умрет. Ниже расположена синяя. О, Е3! Тихо, тихо, тихо. Нифига себе, инерция есть. Так, what the fuck is this? Хил. Ёб твою мать. Музыка прям. Тихо, 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 тихо. Написано Кинджиана.
Технический директор Акио Сакамото. Ведущие игровые программисты Кунио Такаbe, Макото Санайома. Ведущие системные программисты Фумито Миючи, Нарахито Атакета. Ведущий графический программист Такаки Ишикава. Не будь таким серьезным. Don't be so serious. Vimax RCMX, солнцезащитные очки, созданы по мотивам идеи Homo Ludens. Своим дизайном они напоминают владельцу, что вся жизнь игра. Их расцветку можно изменить в любом личном помещении. Энергетик. Окей. Блять, тихо! Греби, греби, говнюк! Центральный узел. Тестовый материал. Слишком тяжелый груз. Чем больше вес груза, тем труднее сохранять устойчивость. Если вас тянет влево или вправо, используйте. Понял.
Прикол. Аварийные запасы. Ёб вашу мать! Сканирую. Груз проверен. Спасибо. Так, тихо. Как мне поправить это дерьмо? Используется клавиатура, назначение клавиш. Управление общей системы. Нет, это не то. Блин, надо как капец, как аккуратно идти. О, доковылял. Доставка умных лекарств. Окей. Тестовать аварийный запас. Подтвердить. Добрый самаритянин. Получено достижение. Доставляю груз. Опа. Почему так долго? Легенды не опаздывают. Нужно было переждать бурю, остался без байка. Похоже, тебе крепко досталось. К счастью, груз в идеальном состоянии. Да, ты заставил нас ждать. Но все остальное в идеальном состоянии. Так что... Отлично. Будем ждать следующую доставку. А че это не наручники? Я его прервал от каких-то интересных занятий, так сказать. Она там была с кем-то занята какими-то прикольными вещами. Эссом! Ничего себе. Эс. Вот это лайки. Нихера. Вот бы увидеть в жизни столько лайков. Класс курьер, курьер. А, мне прям звезду надо сделать. Ладно, понял. Особое поручение. Сэм Портер Бриджес. Приоритет высший. Сколько можно? Это гениальные наручники. Хидео Коджима. Да я уж понял, Хидео Коджима, что сделал игру. А, там прям многоэтажные дома жилые стоят, ничего себе. Мне бы такую тачку. Игорь, отдел утилизации. А, Игорь. А ты Сэм Портер? Игорь! Ах, да. Ты же у нас недотрога. В документах сказано, у тебя фобия. Отдел А, утилизации?
Что у вас? Фобия. Слушай, нам надо ехать, по пути объясню. Пошли. Иди сюда, глянь. Повезем его в крематорий. Тело. Давно сердце остановилось? Точное время смерти неизвестно, но я бы сказал часов 40 назад. А как же карантин? Никак. Он покончил с собой. Боже. Повезло, что мы его нашли. Сразу заморозили, но сколько еще до некроза? И куда его теперь? Ближайший крематорий на севере. В том районе полно тварей, а в другой никак. Не могу. Времени в обрез. Ну так сожги бедолагу прямо здесь. Ты представляешь, сколько хералия выделится? А рядом город. А до крематория можно вообще не доехать. Слушай, все получится. Нам просто нужен кто-то с думом. Ну, у него уже первая стадия некроза. Надо спешить, иначе тут все разнесет. Ну так что, ты нам поможешь? Ё-моё. Какая-то херня, да? Ну, Творится, тогда Бриджес когда заключает кто-то контракт умирает. с Сэмом Портером. Я сам. Просто сам. И я не вижу тварей. Только чувствую. Ничего, мы подготовились. Бридж Бэби, да? ББ и ты — гарантия того, что мы прорвемся. О, Да чего ж поганое ощущение. Ну, это ведь контакт с той стороной. И мне не по себе. Погнали! интересно. Загробный мир. Ладно, короче, не спойлерите, тут походу реально за сюжетом жестко следить надо. Да ладно, Хидеко Димон, серьезно. Спродюсировал, срежиссировал ты. Не, просто предупреждаю. Тут понятно, что все как-то очень много. Ну, короче, Моё тематика детство загробного было мира. другим. Америка была страной, любой мог пойти, куда ему заблагорассудится. И курьеры были не нужны. У нас были дороги, самолеты. Ха, можно было ездить в другие страны. А это нормально? Как видишь, выход смерти сделал из нас решето. Все нам тут расхреначил. На тех, кому посчастливилось выжить, смыло темпоральным дождем. А потом эти мрази с берега. Мир живых и мир мертвых перемешались. А, Вот тогда люди и попрятались по городам, а курьеров вроде тебя вознесли до небес. Твою мать! Радуга! это плохо? Долго еще до крематория? Он сейчас взорвется. Черт! Придется срезать через тварей. Движок заглох.
Мы тут у этих уродов как на ладони. Надо сваливать. Бали. Игорь, только не умри. Ты что-нибудь видишь? Я хз не вижу. Нет, ничего. ВП что ли не работает? Не пойму. Опа, а это что? А. Блин, а он все грязнее и грязнее. Прошедшим днем рождения. Спасибо. Да не, пока не планирую. Ну, посмотрим когда-нибудь. ПЗДЦ у них работка. Но... А мы так лежим под дождем, не состаримся, не? Как будто бы у нас пол лица должно быть сейчас старое быть. Вот если бы вообще шлем закрытый был бы. Сколько интересно платят. Может, надбавки за вредность или молоком дают. Не, ну тут они же прям супер какие-то эти. Курьеры тут прям мега уважаемые люди, насколько я понимаю. Их там всякие компании лайками насыпают и так далее. Не, ну все, Игорь, он все, по-моему. Еще и под дождем лежит. Черт, они здесь. Я не могу тебя вытащить. Да все, ему уже 70 лет. Тихо. Даже не дыши. Мне в МЧС давали ящик молока, который вот-вот просрочит суд. Люблю бюджетные суды. Ну, молоко, когда оно просрочится, оно же это просто... О, нифига. Что это с ним? Ну все. Не доехали до крематория. Блин, нам у крови истекаем. Нас окружили. Ну, строи. Прости. О, меткий Игорь. Так. А это что за чел?
У него тоже есть малыш. Ёлопал. О, нет. Бэбика мне закинул. Блин. Не успел убить себя. Бля, как же он отчаянно пытается себя убить? Охуеть. Что, прям все настолько плохо становится, когда они тебя ловят? А точка, С точка, У точка, Ж точка, Д Ядри. точка, А точка. А это что за мегатруп? Забрал. Походу он не просто умер, да? Так сказать, случилось что-то пострашнее, чем просто смерть. Блин, опять я голый. Индиана Джонс будет. Ну, посмотрим. Ну, он, по-моему, прикольный, да. Ё-моё. Наручники эти. Помните, когда было зрителей 17 человек, и все мы смотрели пошло? Эх, было время. А, это он что-то вспоминает. Ё-моё. Вопрос только прибавляется. Ему что, кесарево сечение сделали или что это вообще за бред? Шрамы какие-то странные. Ну, первое, что я увидел, это жопа Нормана Ридуса, а потом челики наверху и группа китов. А тут вообще все рыбы, в принципе. Да, в стране. Ну, окей. Лондонский мост падает. Моя леди.
Матс Миккельсон. Ты слышишь? Слышишь меня? Это папа. Так, постойте. Что за херня? Какая роль у нас вообще в этом во всем какая? Такое ощущение, как будто бы я был частью всего этого пиздеца. Я изо рта Нормана Ридуса вылетел только что. Я не играл в эту игру. Я понимаю. Это, Однажды произошел взрыв. это за труп одного Он чувака. породил жизнь, какой Обалдеть. мы ее знаем. А затем еще один взрыв. Что-то жестко. И Нифига для себе. нас он станет последним. Подождите, это, блин, что получается? Каждый раз, когда кто-то умирает, он поставляет такую херню? Ничего себе. Да ну что за бред вообще? Сканер грузов. Погибая, Сэм может возвращаться к жизни из места, известного под названием Шов. Попав туда, двигайтесь вдоль нити, чтобы вернуть душу. Подожди, что на? Сэм обратно в тело и воскреснуть. Ага, нифига себе. Во время путешествия вы будете находить грузы по разным причинам, брошенных другими курьерами. Доставляя их адресатам в целости и сохранности, вы быстро станете всеобщим любимцем. Понял, ладно, окей. Наручники. Бриджит. Эпизод 1. О, ты очнулся. Но каково это — вернуться обратно в мир живых? Не бойся, я врач. Ну, коронер. Гильермо Дель Торо. Мое имя Дедмен. С мертвецами я знаком. Не как ты, конечно. Я-то, Константин несмотря на мое Карасик. имя, ни разу не умирал. Ты так лучше не делай. Я, конечно, не эксперт, но уверяю тебя, это для твоей же безопасности. Видишь? Так я под арестом? Это не наручники. Это суперустройства, которые всех нас связывают. Нас? Нас. Ага, Бриджес. Борцов Мосты. за светлое будущее или за выживание, называй как угодно. Ага. Где? Сколько времени? Смотри. Попробуй прижать его к коже. Вот так. Расслабься. Это просто значит, что тело установило связь с браслетом. Смотри. Он будет держать тебя под круглосуточным наблюдением. То есть не он, а мы. Чтобы помочь. Какого? 2 дня? За это время мы позволили себе взять пробы твоих жидкостей. В Ты смысле? возвращенец, а это дорогого стоит.
Что стало с теми ребятами? Центральный узел уничтожило в ходе взрыва. Настоящий гейм-овер. Теперь это кратер. Уцелел только ты один, по понятным причинам. И твой сломанный ББ. Ребенок жив? Подлежит ликвидации. Все равно не работает. Он бесполезен. Мы всех потеряли. Не только отдел утилизации. Мою команду, штаб, весь Вриденфорд. Всех, кто был в центральном узле. Чего? Мы с тобой сейчас в столичном узле. Или, вернее, в новом штабе. Садбери был логичным выбором. Но наш отдел внедрения понес большие потери. Да и за 2 дня мало что можно успеть сделать. Monster Energy. Тут полный раздрай. К счастью, директор и команда поддержки тогда были за городом, так что руководство не пострадало. Прости, что не даю тебе передохнуть, но для тебя есть дело. Этот отпечаток остался после возвращения? А эта отметина откуда? От женщины в пещере. Ясно. У тебя гаптофобия. Понятно, почему ты ходишь один. Боишься прикосновений. Я постараюсь это учесть, Сэм. К делу. Это срочная доставка. Тебе нужно будет отнести морфий президенту. Какому президенту? Америки нет. Ты говоришь про мэра центрального узла? Нет, не мэру. Америка жива, Сэм. У президента рак в терминальной стадии. Состояние критическое, но время есть. Почему я? Байден, что ли? Послушай, сделай, как я прошу, и ты сам все поймешь. А ты сам не можешь? Видишь ли, меня здесь нет. Извини, это лишь хиролограмма. А сейчас потекут слезы. Реакция на передачу хиралия. Я на самом деле сейчас в изоляторе, в большом треугольном здании. Так, вот морфий. Бриджес заключает контракт на доставку с Сэмом Портером. Да ладно, у вас же там есть морфий. К чему все это? Скажи правду. Правда в том, что последний президент Америки хочет тебя повидать. Неужели ты откажешься? Чё-то мне кажется, что мы придем. Президент сдохнет нахуй. Его последним желанием будет типа доставь меня в крематорий или типа того. Ты лучший Хорошо. курьер или всякое такое. Буду ждать тебя в изоляторе. Что? Ну окей. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес. Сэм Портер Бриджес. Заказ на доставку. Необходимо доставить в изолятор морфин для немедленного введения президента.
Если потерялся, открой карту на своем браслете. Изолятор ты вряд ли с чем-то можешь спутать. Ага. Если не знаешь, как добраться, ставь метки и черти маршруты. Попробуй и поймешь, о чем я говорю. О. А, мне сюда всего лишь. А, Сэм, если хочешь проверить, туда ли ты идешь, посмотри на компас. Он никогда тебя не обманет. Ну, конечно, если у тебя есть место назначения. понял. В Центральном был не только штаб Бриджес. Это также был и центр движения реконструкционистов. Если бы президенту не понадобилось особое лечение, она бы никогда не уехала. А тогда, конечно, не уехали бы и мы. Мне бы машину. Или моцик снова. Было бы кайфово. У меня, по-моему, еще директор скат стоит, но я не уверен. Как ты и сказала, ее показатели держатся на том же уровне. Значит, шансов никаких. К сожалению, боюсь, что нет. Надо начинать приготовление. Сэм, это я, Дэдмен. Прости, я забыл. Боюсь, что состояние президента ухудшилось. Спасибо. Это поможет унять боль. Чтобы она могла поговорить с тобой напоследок. А это женщина. Она? Первая и последняя женщина-президент Соединенных Штатов. Ты ведь ее помнишь? Она тебя воспитала. Хм. Одет ты не очень-то подобающе. Иди хоть комбинезон сними. Нифига себе. Я у него заметил комбинезон у Гильермо Дель Торо. В подмышках есть дырки, чтобы типа оно могло дышать, видимо. Ну, прикольно. Awesome. Ну, это был легкий заказ. Кабинет президента. Изолятор. Это правая рука президента, директор Бриджеса. Да, Хардман? А, ты был в Бриджесе один? Значит, ты тут и так всех знаешь. Сколько прошло, Сэм? Лет 10? Ну надо же. Собрались вместе бессмертные уроды. Ну что ж, я тоже рад тебя видеть. Президент ждет.
Это твоя мать, Бриджит. Она немного не в себе, но тебя-то она должна узнать. Ничего себе. Сын президента. Мадам президент, Сэм пришел. Мы оставим вас. Сэм, я знала, ты вернешься. Как ты поживаешь? Я знаю, ты на меня зол. Хм. Амелия, Амелия? ты помнишь, она ушла на запад. Путь занял 3 года. Она хочет отстроить страну. Вы не забросили эту идею? Ха. Я хотела отправить тебя, Сэм. Время на исходе. Помоги ей, ты ей нужен. Вместе вы восстановите связь. Объедините Америку. Мага. Сэм, если мы не объединимся, человечество обречено. Но страна нам больше не нужна. Нужна, иначе у нас нет будущего. Нет, Америке конец. Бриджит, ты президент пустого Сэм, места. послушай. Ёб твою мать. Прошу. Так ты хочешь помочь мне? Нет, я... Я люблю тебя, Сэм. Я буду ждать тебя на берегу. Мадам президент, Да. Доктор, помогите нам. Быстро все сюда. У нее МЖ 150 кубиков. Она не реагирует. Держитесь, мадам президент. Пульс падает. Ну уже! Мы ее теряем. Вот и все.
Мало кто тут был на самом деле, да? Be stranded. Никто не должен знать, что она умерла. Иначе Бриджесу настанет конец. То, что здесь произошло, останется между нами. Ты понял? Да, директор. Но как нам поступить с телом? Без отдела утилизации. У нас есть решение. Сэм, перед смертью президент заключил с тобой контракт. О чем ты говоришь? В качестве члена Бриджеса ты поможешь нам всем восстановить Америку. Ты хочешь меня завербовать? Она уже пыталась. И у нее получилось. Взгляни на свое запястье. Если уж это не символизм, то я не знаю. Директор, рак распространился по всему ее телу. Изъятие органов исключено, и проводить вскрытие нет нужды. Тело нужно кремировать, пока не начался некроз. Иначе от нас тоже останется один кратер. От меня-то что требуется? У нас сейчас нет ни одного курьера, а твои знакомые из отдела утилизации погибли. Но тело президента нужно сжечь. Выплеск разрушил дорогу, которая вела от столичного узла к крематорию. Теперь добраться можно только пешком, по горам. Но плотность хералия там зашкаливает. Значит, там твари. Нам нужен особый человек с думом. Возвращенец. То есть я. Почему? Сэм, ты уже один из нас. А теперь за дело, Сэм Портер Бриджес. Подземный вход. Я хочу сказать. Прикольно. Президент Стрэнд верит в освобождение Америки. Она неустанно трудилась во имя объединения наций. Не будь ее, не было бы и Бриджес. Ее следует похоронить с почестями. Но мы этого сделать не можем. Вместе с ней умрет Америка. Без нее Бриджес тоже исчезнет. Слушай. Ее кремацию нужно провести в строгой тайне от всех. Ну, допустим, а дальше? Кто займет ее место? Смирись. Америки больше нет. Сэм, Америку рано хоронить. Он сказал, она умрет вместе с Бриджит. Для нас она умерла. Но Америка достойна иметь президента. Что-что? Поговорим об этом потом. Сейчас главное — довести до конца дело, начатое твоей матерью, и отстроить Америку по ее заветам. Для этого и существует Бриджес. Сделай первый шаг, Сэм. Доставь тело президента в крематорий. Если мы все не объединимся, человечество обречено. Я Вот хочу это давление, тебя, конечно. Времени не осталось. Я люблю тебя. Буду ждать тебя на берегу. С помощью. Он расположен на юго-западе. Учти, придется пройти по территории тварей. Мы построили крематорий высоко в горах, чтобы содержащийся в дыме хиралий не шел к городу. Будет непросто поднять туда тело.
Да. Мы будем вести круглосуточный мониторинг. Если что-то обнаружим, свяжемся с тобой через браслет. А выбора-то у нас нет. Ё-моё. Ёпарасоты. Так, ладно. Ну, маршрут, в принципе... А, ну как будто бы близко. Сэм, это Дай Хард. Эдмон рассказал тебе про браслет? Используй его, чтобы найти сжигатель. Сэм, надеюсь, я не должен напоминать тебе, что при перевозке трупов важна каждая минута. Да я Через бегу. 48 часов после остановки сердца труп некротизируется и превращается в новую тварь. Так, как там было? А, га. Черт побери, чувак. Мать твою за ногу. Боже мой, километр идти. Привет, Зедрин. Здесь был с компилятором. Президент Бриджит Стрэнд была символом восстановления Америки. Даже когда страна раскололась, а люди разбежались, она продолжала верить, что их можно объединить. Люди поверили в возрождение Америки, потому что верили президенту. Мы верим, что эту страну можно возродить. Америка жива вместе с бессмертной душой Бриджит. Так. Машину мне не даете, да? Понимаем. Счастливого пути. Ну подумаешь, всего лишь президент у меня на спине. Да, да. Вот так. Особое устройство для сбора кристаллов. Так, ладно. Давайте посмотрим нормальненько. Так, ну тут где-нибудь перешмыгнем. Вот так пойдем, вот так. Хотя, погоди. Походу придется не по горе, а обойти его. Хотя, да, попробуем через гору. Посмотрим. Тихонько. There's something that's uncomforting. Your body is away with me. Невада Not Мьюзик. exactly where I wanna be, but I'm a long way from home. I know your voice. Окей. This is
М? Вот так это Roblox. Лестница. Игорь. А, он умер. Бедный Игорь. Но теперь я смотрю на эту гору и думаю, что идти по ней вообще максимально тупая идея. Хотя там лестница есть. А? Пароль, да. Ну чё? Мэ. Тяжеловато. Нормально. А музыка, она включается сама по себе или надо что-то нажимать? Ты почти добрался. В горле пересохло. А-а. Это тебе. Сегодня хороший день. Это тебе. Спасибо за помощь. Угу. Кто-то будет сидеть в этой игре. Прикольно. Так это и есть то место. Ну, по-моему, самый сок этой игры, она раскрывается в сетевой игре. Типа идея у Хидео Кодзимы же вот по этой игре была типа такая, то, что, мол, люди объединяйтесь, там вся херня.
Помогайте друг другу. Спокойно. Вот так вот. Быстро доставил. Кремирование трупа. Все автоматизировано, оказывается. Плотность хиралия в секторе быстро возрастает. Сейчас начнется сильный дождь. Возвращайся скорее. Блин, еще и возвращаться. Сэм, и второй груз тоже сожги. И второй груз тоже. А, там этот бейбик, что ли? Что это? ББ-28. Образец, который выдали отряду Игоря. Он был на тебе, когда мы нашли тебя в кратере. А здесь он зачем? Он подлежит утилизации. Центральный узел разрушен, и наша штаб-квартира тоже, потому что ББ не сработал как надо. В журнале Игоря все есть. Но ребенок жив. Его не починить, а вне капсулы он не выживет. Можешь жалеть его сколько хочешь. Решение принято. Утилизировать. Директор подтвердил. Малыш чисто не хотел помогать Игорю, а нам поможет, да? Я твою мать. В такую маленькую дырочку он вошел, типа. Вообще не понимаю, как эта тема работает. Мы до сих пор стекаем кровью. А? Сэм, ты меня слышишь? А то что продолжается рубить? Наверное, это из-за блокаута. Алфа номер. Сэм, что там у тебя? Плотность хиралия продолжает расти. Хана мне вот что. Их тут до хрена. Видимо, от тел, которые мы не успели доставить в крематорий. Но ничего не попишешь. Сможешь переждать дождь? Нет. Они приближаются к моей позиции. Нужно уходить, пока меня не заметили. А? Сэм, если тебя съедят, произойдет съедят, да. выплеск пустоты. Ты-то, Пистолет конечно, бетона. вернешься, но от округи останется Пистолет один бетона. кратер. А? Есть идея.
зараза. Да ты и впрямь с дефектом. Ну вот. Работай. Минута. Ага. Тишина и осторожность. Да блин, а как это работает? Мать твою, куда меня несет? Чё за дельфин, блядь? Ёлопало. А где мои эти? На криптобиоты или как там они? Нормально. А, даже длина веревки показывается. Прикольно. Ну куда ты идешь-то? Вот так вот. Да ёб твою мать, чуть не упал.
Спортсмен, спортсмен. Болтон. Да? Посмотри. Иди. Чуть не упал. О. Он просто сел. А кристалл тут был? Массировать плечи. Ладно. Прикольно. «16 секунд сна». Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Добро пожаловать в столичный узел. Идите в распределительный центр. Сэм, вернись в распределитель. Сверься с компасом.
Это чудо, что вы оба уцелели. Когда человек с Думом подключается к ББ, возникает наводка, как у микрофона рядом с динамиком. Усиливаются страхи, повышается уровень стресса, и есть риск зайти туда, откуда уже не вернешься. Извини, но этот ББ превысил свой лимит. Остается только утилизация. Сэм, прими душ, потом зайди в кабинет президента. Надо поговорить. Не бойся. Привет, Френдли. Самый высокий. Я всегда с тобой. На закате под небом алым мой малютка зевнет устало. Ну, видимо, утилизировать малыша мы не собираемся. Окей. Уровень связи. Прикольно. О. Походу, помимо зеленого цвета есть какие-то еще другие цвета звезды. Сэм, я же сказал тебе, Дум и ББ — опасная комбинация. Ах, тебе бы помыться. Ты с ног до головы в хералии. Негоже в таком виде показываться президенту. Да что ты несешь? Ее нет. Ты расстроен? Это из-за ББ-28? Иди-ка ты нахер, я тебе не шестерка. В любом случае, ребенок обязан тебе жизнью. Это мы ему обязаны. Ты тоже. Как скажешь. Я за ним пригляжу. Привет от меня президенту. В смысле, новый президент уже нашли так быстро? Что за бред? И прикинь, там сидит Трамп. Трампыня. Ну уж точно не Камала Харрис. Уже почти пора, Сэм. Смотри, это ловец снов. Надень его на ночь, и я отгоню кошмары. Я всегда буду с тобой. Амели. Эпизод 2. Бляга наполнена. Доброе утро, Сэм. Сэм, это Дайхард. Тебе было выделено личное помещение. Бонус от Бриджеса. Почистись, смой с себя весь хералий, а затем иди в кабинет президента. Да, смотрю. Да ёпта. Окей. Ладно. А, вот так вот.
Давай примем душ. Ход. Капец. Весь в царапинах. Ты меня слышишь? Да твою ж мать. Нигде теперь нельзя уединиться? Вообще-то нет. За исключением душа и туалета, конечно. Я так понимаю, ты решил помыться? Ладно. Как закончишь, зайди в кабинет президента. Она тебя ждет. Да сколько можно? Я уже понял, я понял. Дайте уж... Ну, кошмар какой-то. Серьезно. Все зовут и зовут, зовут и зовут. Кто там Ты президент? молодец, Сэм. Спасибо. Ты президент. Бриджит нас покинула. Но мы можем сохранить ее наследие. Сэм, послушай. Мечта о возрождении Америки не умерла. И слышать не хочу. Взгляни на нашу новую надежду. Новую Америку. Амелия? Пусть мама умерла, но я здесь. И ты, Сэм, ты тоже здесь. Вы с ней 10 лет не виделись, да? Она за это время не постарела ни на день. Он знает почему. Мое тело на берегу. Там время не имеет значения. А вот ты повзрослел. Хорошо выглядишь. Значит, ты это всерьез насчет восстановления связи между всеми? Кто-то должен... Я не понял, что, и что-то этот... И что важнее, продолжить ее дело и заново отстроить нашу страну. Кто это? Это президент? Саманта Америка Стрэнд. Наш новый президент. Саманта Америка. Новое начало для нашего народа. Нашей страны. Окей, это Под другой ее человек. руководством мы восстановим UCA. Соединенные города Америки. Вот как мы возродим нашу страну. Но нам понадобится твоя помощь, Сэм. Нет, с меня хватит. Я распрощался и с Бриджит, и со всеми вами. Но мы тебя не забывали, Сэм. Это ты сбежал. Ты порвал с нами. Амелия собрала отряд. Лучших из Бриджеса-1. И ушла на запад. Я провела их через кратеры и земли тварей. Я оберегала их, пока они искали уцелевших. Не пропустила ни одной твари. Всех замечала издалека. Мы убеждали поселение за поселением примкнуть к нам. И мы оставляли с ними наших людей помогать. У нас ушло на это 3 года. Но в итоге мы сумели добраться до краевого узла. До Тихого океана? Боже. Да. Но потом все покатилось к черту. Отряд уничтожили, Амелию схватили. Схватили? Но не то, чтобы меня держали в клетке или под замком. Мне разрешают гулять, и я могу говорить с вами, когда захочу. Но нельзя покидать город. Их цель – обеспечить независимость краевого узла. По крайней мере, так ей говорят.
Они хотят, чтобы UCA к ним не лезли. Амелия нужна им в качестве страховки. Еще раз, кто эти придурки? Дементы. Сепаратистская группировка. Они контролируют краевой узел. Я про них слышал. Кучка террористов убивают людей и превращают города в кратеры. Да. Они ничем не гнушаются. Могут даже подстроить выплеск. Так ты считаешь, тот взрыв в центральном узле их рук дело? Возможно. Эти экстремисты расползлись по всей стране и гадят нам из-под тишка. У них нет четкой организации, и их ничто между собой не связывает, кроме идеологии. Я знаю, что не все разделяют наше видение будущего. Если мы, американцы, не объединимся вновь, человечество обречено. Я повторяла послание матери людям из разных поселений. Но не все были готовы принять его. Многие предпочли остаться в изоляции. Они держатся особняком, поодиночке. Как ты, Сэм. Они думают, что Америку можно возродить лишь силой, что им станут указывать, отберут у них свободу и закуют в кандалы. Типа вот таких, да? Вы не лучше этих дементов. Еще одна секта. Это не кандалы, Сэм. Это символ нашей связи. Это то, что нам сейчас Интересно, нужно из разрозненного конечно. сделать единое. Сформировать хиральные узлы и Ну, связь. символ имеется в виду. Сэм, ты должен отправиться на запад и завершить начатое. Люди, которых Амелия оставила по пути, построили терминалы хиральной сети. Но они не соединены друг с другом. Ты должен связать их воедино. А для этого нужен Кьюпид. В нем содержатся все операционные протоколы, необходимые для интеграции терминалов в общую сеть. Отнеси Кьюпид на запад и воссоедини народ нашей великой страны. А как достигнешь краевого узла, разыщи Амелию и верни домой. После этого я вступлю в должность и продолжу дело, которое начала моя мать. Таково последнее желание Бриджит. Так мы возродим нашу страну. Пожалуйста, ты нам нужен. Я теперь Сэм Портер Бриджес. Я больше не Стрэнд. Черт, я даже не один из вас. Вы меня выгнали. Не хочу иметь дел ни с вами, ни с кем-то еще. Никогда. Стой! Видишь? Меня как будто здесь нет. Как всегда и было. Сэм! Сэм! Подожди. У нее даже слезы не идут. Послушай, вы нужны Америке. Вы оба. Когда опутали весь мир проводами, войны и боль не прекратились. Можете попробовать еще раз, но только потом не надо удивляться. Все идет по кругу. Соедини, объедини, не все так просто. Ладно, ладно, Сэм. Не горячись. Я понимаю. Тебе нужно время, чтобы все обдумать. А пока иди передохни. Хорошая мысль. Организму нужен сон. А иначе рано или поздно соединишься с той стороной. Мы провели профилактические работы. Подправили кое-что для твоего удобства. Можешь пользоваться. В кои-то веки Дум и ББ оказались удачным сочетанием. Или, может быть, вас связывает некая взаимная симпатия? Посмотри. Бэйбик. До краевого города, значит, добраться надо будет потом, да, скорее всего. Путешествие через Америку. Путешествие на запад.
Сэм, Даже вас не в покое не оставят. Пловец. послушай. Ты Сэм Стрэнд. Нет, уже нет. Это в прошлом. Меня зовут Сэм Портер Бриджес. Странное слово «прошлое». Казалось бы, оно уже позади. Но иногда оно давит на тебя словно груз. Или удерживает на месте, как якорь. Я застряла, Сэм. Здесь, на берегу Тихого океана. За 1000 миль от тебя. Но мы все так же близки. Ты свободен, но мы все еще связаны. Не отрицай этого. Чего? Вернись, Сэм. Чё у нее костюм серый, то красный? Я буду ждать тебя. А, это прошлое, типа. Стой! Доброе утро, Сэм. Сэм, это Дай Хардман. Ты спал как убитый. Умотался? В личных помещениях есть все удобства. Душ, туалет и прочее. Заходи туда, если нужно отдохнуть, осмотреть снаряжение, что-то обдумать. Если есть вопросы, обращайся к персоналу. Ну а пока сначала осмотри здесь сам. Узнай, как сейчас работает Бриджес. А. Окей. М. Странные очки, конечно. Я уверен, такие продают. 100% продают. По-любому их можно найти. Так. Блин, что-то я энергетик хочу. Реклама работает. Нифига себе, дополнительная ячейка. А давай еще.
терминале находится база данных Бриджес с разнообразной информацией. У тебя нет доступа ко всему, но многое, возможно, тебя заинтересует. Советы. Анемия даже есть. Пацаны. О, 君を探してる霧の中で朽ち果ててもさまよう闇の中で君を愛してる刻む一拍の永遠を歌の中で君を探してる波の中で посрем. Сэм, это Хартман, исследователь, занимающийся тайнами берегов и выхода смерти, дум способности. Играет Норман Ридус AMC. Бля, да ну нахуй. Реклама пиздец. Некоторое количество хиралия. Че, блядь? Хиралий отрицательно секреции гормонов и на нервной системе. Считается, что контакт с хиралием провоцирует развитие фобий, а также, в серьезных случаях, агрессию и суицидальные мысли. Есть даже предположение, что именно хиралевое загрязнение активирует дум. Позволь, я возьму для изучения образец твоих выделений. Так я смогу дистанционно отслеживать степень твоего загрязнения хиралием и состояние здоровья. Привет. Мы вроде знакомы? Я занимаюсь доставкой, а также техобслуживанием и ремонтом. Хорошо, что ты с нами. Если я еще это не говорила, то я мама. А вот это нити. Они нужны не только для упаковки, но еще и для идентификации. Посмотри внимательно и увидишь. Видишь красное? Это твоя кровь. Сэм, это Дедман. Я откалибровал твоего ББ в соответствии с твоими физиологическими параметрами. Правда, это только догадки. Когда опробуешь его в деле, мы проверим синхронизацию и настроим его чувствительность как надо. Наклейка. Как его? Фигурка еще. Эй, ты как? Окей. ББ выглядит довольным. Этот корпус удалит весь хиралий из твоего костюма. Кстати, о костюмах. У курьеров они синие, у медиков красные, у сжигателей трупов оранжевые, у охраны черные. А красные? Пускай линзы будут прозрачные. И зеркальные. Да блин, в смысле?
М. Так, блять, я не понял. Я же покрасил, не? Что за бред? А, нет. Окей, ёпта. А, подтвердить надо нажать. 2 подтверждения. Ладно. Стоит. Я вообще думал, что это Идрис Альба, оказывается, другой человек. Но ты подумал над моими словами? Они набиты хиралием, но для людей с думом безвредны. С их помощью ты сможешь воссоединить мир. Вернуть все, как было. Я носильщик. Мне нет дела до соединений. И до узлов. Но я сделаю все, чтобы помочь Амелии. Окей. Сэм, послушай. Терминалы, которые люди Амелии строили в городах, через которые шли, двигаясь на запад, называются узлами. Инфраструктура цела, но сеть не работает. Сейчас по ней можно передавать только голосовые сообщения. По проводной связи, по беспроводной и малые объемы данных. Вены даже набухают, когда он надевает И браслет. если в конкретной точке нет нужных данных, наши хиралиграммы не отобразятся. Если ты вдруг не в курсе, Амелия и другие члены Бриджа, с которых ты видишь изображения, сгенерированы из локальных данных. В общем, тебе нужно просто найти узел, подключить Кьюпид и активировать систему коммуникации. После подключения к терминалу ты сможешь запустить обмен большими объемами данных в нулевом времени. И таким образом мы наладим связь не только друг с другом, но и с нашим прошлым. Все потерянные и фрагментированные данные будут восстановлены. Это как взять ископаемое и воскресить динозавра. Четыре с половиной миллиарда лет истории Земли. Все те знания, которые мы утратили после выхода смерти, вернутся к нам. Итак, друг мой, мы одолеем эту напасть. Когда заработает обмен данными, создавать граммы станет проще простого. И ты сможешь использовать хиральные принтеры. И до, и после воссоединения нам всегда будут нужны посредники. Нет грешным покоя, да? Какой? Какой? Ну да, безделье мать пороков. Что? Все подробности в терминале доставки. Не забудь сходить наверх. Груз заберешь там же. Да, мама лава какая-то. На эти ботинки без слез ты и не взглянешь. М? Мне их выбросить? Стой. Посмотрим. Погоди. Я хочу, чтобы ты кое-что проверил. Эти существа среагировали на мою кровь уже несколько раз. Среагировали? В каком смысле? Не знаю. Ты же брал у меня кровь. Вот и скажи. Ладно, я посмотрю.
М. А, господи. Так, ща, погоди-ка. Ладно, наслаждайся, пока можешь. Ой, бля.
Так, я тут. Ага, хватит уже штаны просиживать. Сэм, это Дайхард. Твоя задача — протянуть хиральную сеть отсюда Привет, до енот. портового узла. Но не думай, что сможешь сразу пойти туда. Сигнал туда не долетит. Чтобы покрыть такое расстояние, нужно использовать узлы. Считай, что ты связываешь веревки, чтобы сделать длинную. Первый такой узел — это пункт Бриджеса. Взгляни на заказ. Доставь то, что им нужно, и подключи Кирбит. Сессия закрыта. Ты о чё? Сэм, в описаниях заказов может быть жизненно важная информация. Из... Пункт запада столичного узла станет первым узлом сети, который когда-нибудь охватит всю Америку. Чтобы облегчить стресс его сотрудников, вам нужно доставить туда умные лекарства, стимулирующие. Сессия в учебе. Блин, прикольно. Поздравляю. Хорош. Сэм, для этого маршрута мы выделили тебе веревку и лестницу. Они помогут на крутых склонах, а из лестницы может выйти мост, если нужно перебраться через реку. Наверное, сейчас ты думаешь о том, как тебе доставить заказ. Окей. Что, у меня две лестницы, что ли? Ну нихера себе. Вот как много у меня и... Две ботинки еще. Привет, Грыбар. Да, GTA 5 запустить. Заказ назначен. Да, вот только не получится, наверное. Потому что Rockstar Launcher просто не работает. Непредвиденная ошибка появляется и все. Сэм, трижды проверил снаряжение. Ну да. Понял. Всему свое время, и это не оно. 361 миллилитр мочи есть у меня. Так, куда мы идем? Угу.
Счастливого пути. Сэм, видишь, кто-то поставил знак. Ты тоже можешь так сделать. Послание, предостережение, слова ободрения, все, что придет в голову. На вас подействовал знак. Выносливость восстановлена. Окей. Создать знак. Так держать. Сэм, даже лучшие курьеры могут Да. потерять груз. Но ты лучший из лучших. Курьеры Ты подался. сможешь завершить то, что не удалось им. Если найдешь брошенные грузы, подумай о том, чтобы доставить их по назначению. Это легче, чем тебе кажется. Понимаешь, все наши грузы отмечены идентификаторами Бриджес. А твой Адрадек оснащен сканером, который их засекает. То есть я хочу сказать, что эта штука на твоем плече поможет тебе найти пропавшие грузы. Да, без проблем. Ёпта, тут глубоко. Столовая посуда. Это неподходящее место. А почему не подходящее? Блин, я хотела бы оставить столовую посуду. Дисинформация. О! Тоже мне носильщик. Выбери место. Сэм, ты долбанулся, что ли? Это неподходящее место. А, то есть я груз обоссать не могу, реально? А, вот оно чё, Михалыч. О, грибочек. Зашквар получится. Ну, типа, да. Но просто не я же буду пользоваться этими столовыми приборами. Бля. О, что это? Помни, Сэм, каждый груз — это обещание человеку в беде, который надеется, что ты придешь. Блин, серьезно. Все очень серьезно. Да. Объединить Америку. Сделать Америку великой снова. Сегодня хороший день. Отлично, Сэм. Я вижу, ты вернул пропавший груз. Можешь оставить его тут на обработку. Если найдешь еще что-нибудь, будучи в пути и не сумеешь дотащить, то всегда можешь оставить груз в хранилище. Там он останется в целости, а потом его заберет другой курьер.
Даже если он пройдет через сотни рук, прежде чем прибудет, ты можешь быть спокоен, что сделал свое дело. Доверить утерянный груз. Не, ну я доставлю. Ну тут сюжет очень такой жесткий. Случилась какая-то мега катастрофа и человечество оказалось на грани вымирания практически, что ли. И теперь люди стараются снова создать страну, сделать Америку снова великой, создав узлы соединений и связи по всей Америке. И тут недавно у нас умерла президент Америки. Первая женщина-президент. Ну и последняя, получается. Темпоральный дождь. Мать вашу. Какой год? Действие темпорального дождя повреждает контейнеры. Не оставайся под дождем дольше, чем нужно. Не знаю даже. Я точно не знаю, какой это год. Блин, крути бы найти. Блять, что ты будешь делать? О, что это? Все, тут связи нет, типа, да? Да ладно. Тут есть много груза. Террейн, слегка напоминает восток Моровинда. Расслабься, Сэм. Да. Ты выбрался с территории тварей. Да. Во всем этом виноват выход смерти. Появление гейзеров, гибели Америки, во всем. Он Выход изменил смерти. мир до неузнаваемости. Людям пришлось бежать, словно крысам с тонущего корабля. Но бежать просто некуда. У такой жизни нет будущего. Если мы хотим выжить,
что-то еще. Способ победить тварей, выход смерти и весь этот ужас. Бля. Блин, там глубоко оказалось. Да. Ну, если что, не спойлери вообще. Шутки шутками, но такого не надо. Контейнер разрушен, диск информации. Ну охуеть, а куда я денусь-то, ебать? Укрытие от дождя не видно вообще. Погодите. И чё, все, пиздец. Ладно, я еще подойду-ка. Давай присядем на секундочку. Ага. По-любому. Или на курках. Левый курок, правый курок. Выпьем энергетика.
частичного нажатия. А, Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу да как бы, не знаю. груз проверен. С одной стороны, зачем оно? Но с другой стороны, конечно, прикольно, но не критично, я бы сказал. Я бы это сказал, несущественный недостаток. Зато сколько недостатков в целом у консоли. Как он сильно ограничен. Как он ухудшает вообще общий кайф от вообще новых игр. Потому что все игры делаются под консоли и под их возможности. Доставляю груз. Спасибо. Ха-ха, Всем новогодний. оскорбим о гибели центрального узла. Никто не знал, что он значит для организации. И для UCA, и для нас. Но окситоцин снимет напряжение. Это поможет. И скоро мы придем в норму. Давай посмотрим. Просто супер. Спасибо еще раз. Похоже, все в полном порядке. И надеюсь, пункт тоже скоро будет. А этот груз не повредился. Ты из второй группы, да? А где остальные? Мертвы. Выплеск пустоты. Как так? Один взрыв накрыл всех? И что, они отправили тебя одного? Если это была бы просто доставка, это одно. Курьеры иногда приходят сюда, но... Вторая группа должна была принести Кьюпит и подключить нас. 3 года мы ждали помощи. 3 года! И прислали одного человека. Черт, черт, черт! Хотя бы скажи, что ты принес не только Окси. У меня есть Кьюпит. Ты... Правда? Так это правда. Они его наладили. Ну, возможно, небо услышало мои молитвы. Так чего ты ждешь? Подключи нас к чертовой сети. Но эту же херню можно просто на ПК сделать, просто подключив геймпад тот же. Ну, то есть консоли конкретно сосут, если так смотреть. То есть на ПК можно и геймпад подключить. Ага. О, нет, нифига я открыл. Окей. Подтверждаю, столичный узел подключен. Это происходит, как и обещала Амелия. Наконец-то мы займемся своей работой. Ты идешь на запад, да? Многие будут рады тебя увидеть. Будешь идти до самого побережья? То есть ты своими глазами увидишь Амелию? Это потрясающе, честное слово, я никогда ее не видел, только голографические сообщения, когда был в первой экспедиции. Ну, в общем, будь осторожен в пути. Есть и плохие люди, их больше, чем хороших. Но ты и сам это знаешь. Спасибо, Сэм. Подключив этот пункт к хиральной сети, ты установил прямой контакт с теми, кто остался в столичном узле. Да. Что дальше? К западу от пункта есть здания, построенные предыдущей экспедицией. А за ними находится твоя цель – портовый узел. На краю кратера, возникшего после первого выплеска пустоты. Твоя задача – соединить портовый и столичный. Но для этого ты должен превратить наши здания в дополнительные пункты. Они необходимы для создания стабильной связи. Расстояние-то большое.
Мы хотим использовать и распределители, и электростанцию. А куда направиться раньше? Охереть. Начни с распределителя. Есть один груз, который нужно доставить. Забери в ближайшем терминале доставки. О, бас. Потом, Николе. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал. Пойдем. Твой труд приносит плоды. Мощность сети увеличилась, и поэтому штаб-квартира теперь может дать тебе дополнительные материалы и поддержку. Лишними не будут.
А, груз доверен другому игроку. Выдающийся курьер. Достигнул класс 10 в категории разные. Теперь вы будете получать больше лайков. Ха. Изготовить снаряжение. Сэм, с ПХК можно сделать почтовый ящик. Ага. ПХК. Смолы, материалы. Понял. В личном хранилище можешь оставлять груз и прочее. Так, подождите, я хочу... Сэм, обменивайся грузом с другими курьерами через общие хранилища. Интересно. Чтобы построить почтовый ящик, ПХК. Ты и сам в курсе, что если у тебя с собой нет ПХК, то его придется изготовить. А, я опять подтвердить не нажал, да? Ну, давай его куда-нибудь на спину, что ли. Ну, потопали. Сэм, если твой ПХК в полном порядке, отправляйся на отмеченное место и поставь там почтовый ящик. Ты легко найдешь его, если будешь сверяться с картой и компасом. Оружие разрешено. Ёб твою мать.
Тихо. Блин. Я тут нормально не спущусь, скорее всего, надо посветить. Сэм, иногда лестница все, что нужно, чтобы пересечь реку. Если у тебя ее с собой нет, изготовь новую. Ну, вот, по-моему, топ-место. Найс. Смолу. Да мать вашу. И опять этот сраный дождь. Сэм, вижу, ты прибыл туда, куда нужно. Хорошо. Когда будешь готов, включай свой ПХК и построй почтовый... Отлично, Сэм. Так, положить личное хранилище. Все. Так, они хотя бы не повредятся. Погоди, я одного понять не могу. Тут типа дождь всегда, да? Лестница онлайн. Погоди, я положил личное хранилище. Эй! И что это значит, блин? Да ну нахуй. То есть мои вещи, они там... Их надо обязательно забрать, да? Да, блин. Похоже, что да. А темпоральный дождь здесь идет всегда.
Не тут лестница была. А? Что папа не сюда? Так, а вот этот уничтоженный груз, если я доставлю сюда, то это будет хорошо. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Все чисто. Доставить. Я что-то не понимаю. И чё? Как держать? Как держать? Оружие разрешено. Окей. Так, ну, потопали. Так, погоди-ка, а как? Нить. Так, я хочу. Переутомление. Изготовить. Изготовить я корысть в полевых условиях не могу ничего, да? Джордж Бета. Что это за место? Прикол. Обзорная вышка. Не, ну туда я доберусь. Бутинки мулов, лестница. Почему они двигаются? Кто такие мулы? Так, ну... Отлично. Лол.
скорее, пока тебя не увидели. Чтобы тебя не поймали, беги к месту назначения. Это что за хуй? Ля, бежит на меня. Воу, что за копье нахуй? Воу, вы что делаете, уроды? Переплывает, смотри. Пошли нахер. Так, аккуратно. Да на меня что-то вдруг напали. Вот суки. Бегут и бегут за мной, смотри-ка. А, это прям сюжетная тема. Пристали мулы, да? Хорошо, что шел дождь. Даже они не рискуют лезть к тварям. Блин, груз сейчас повредится. Ну, постепенно открывается. Не сразу. Сложно назвать его открытым прям 100%. Не, ну вообще, в принципе, конечно, ты можешь идти куда хочешь, видимо. Но из-за того, что тут особо транспорта нет и как бы это, ну... Такое себе удовольствие это. Ну, типа... Ну, типа, ты реально хочешь этим заниматься? Типа, вопрос сразу возникает. В плане того, что... Ну, лол. Ну, из-за того, что у нас перемещение вот таким вот образом происходит, и как бы проверять честность открытого мира-то особо не хочется. Ну, я уверен, то, что Кодзима позволил пойти куда угодно, нахуй. А потом, ну, просто ты бы устал ходить или еще что. И он, ну, ты бы такой вдруг понял, что надо дальше идти по сюжету, а это, ну, не так здорово, потому что ты уже, ну, охереть как далеко от нужной тебе точки сюжетной. Ну, ты же заебешься идти просто.
Аккуратненько, аккуратненько. Бля, сука. Да бля, гандоны! Я почти выбрался. Ой. Дерьмо. Давай, расслабься. Купи энергос. Что-то случилось? Не знаю, что-то с ребенком. Беспокоиться не о чем. Функционирование ББ временно приостановлено, но это можно исправить. Я могу провести техобслуживание в распределителе. Только поторопись. Автоток семьи. Контейнер разрушен, редкие материалы. Бля, охуенно. Допустимый уровень, он начинает синтезировать опасные соединения и фактически атакует сам себя. Это называется автотоксемия. Если твой ББ плохо работает, зайди в личное помещение и помести его в инкубатор. Так. Выпей чего-нибудь, убийца. А, мне сюда и надо. Че решил вдруг пойти? Да захотелось. Привет, Кобра. Сканирую Здорово, Лёха. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо.
Игра же норм оптимизирован, почему графоник порезал? Да не резал. Вроде... Не знаю, максимально стоит. Ща, погоди. Да, контейнером, конечно, не очень прикольно. Люди с пункта рассказали мне о тебе. Сэм Бриджес, вторая экспедиция, да? Человек в одиночку, расширяющий хиральную сеть. Контейнер занят доставкой грузов. Так что ты принес нам? Посмотрим. Вот это подлинный героизм. Спасибо. Наверное, тебе через территорию твари пришлось идти. Да? Да. Значит, правду говорят. Все продумано. Все продумано. Как бы... Чего еще ждать от гения? Так. О, нифига себе. Неплохо. Ладно, пора. Ты не мог бы Пора. нас к сети? Пора, родной, пора. Хорошо. Сэм, еще раз спасибо, что приводишь людей в UCA. По мере расширения сети штаб-квартира Бриджеса может представить совершенно объект новые функции. Например, возможность изготавливать оружие и снаряжение на терминале доставки. Со временем на терминалах будут доступны и другие новые возможности. Мулы и синдром дрона. Бридж Бэйби, темперальный дождь. Окей. Кайф, кайф. Похоже, что мы подключились. Из тех материалов для принтера, которые ты принес, мы сможем делать для тебя все необходимое. Считай, что это наша благодарность. А теперь иди на запад и продолжай свою работу. Отлично, распределитель подключен к сети. Сэм, сделай одолжение. Отнеси БП в личное помещение и подключи к инкубатору. Погоди, в личное... Чего, блин? Переработка груза. Блин, вот. Вот повреждение контейнера 100. Да, попробуем это переработать. Благодарю вас за поддержку. Патриотично. Так, отдых в личном помещении. Изготовление. Так, ну, лестница тема, кстати. А что? А что не так? А почему не могу?
Личное помещение. Дэдман, ты здесь? Помогай. Так, Сэм, возьми капсулу и подсоедини ее к инкубатору. Мгм. Готово. Хорошо. Избыточный уровень стресса. Нужно просто вернуть ребенка в утробу матери. Матери? Она в реанимационном отделении столичного узла. С мертвым мозгом, конечно. То есть некромать. Верно. Некромать. Матка некроматери обеспечивает связь между другой стороной и ББ. Некромать. Ну а ты, подключаясь к ББ, получаешь возможность чувствовать тварей. Новое обзывательство для дотеров. Капсулы имитируют условия нахождения внутри утробы. В противном случае младенец просто не смог бы функционировать. Однако обманывать его восприятие можно лишь недолго, поэтому нужно периодически обновлять параметры среды, синхронизируя их с некроматией с помощью хиральной сети. Ну, я попробую за один присест пройти. Ну, точнее, вообще, до конца. Пошло А, обновление. В данный момент капсула синхронизируется с некроматерью в столичном узле и сразу перенастраивает свою конфигурацию. Так, вот что за 100%. Если таким образом вернуть ББ в утробу, уровень стресса на время снизится. Ребенок как бы оказывается на своем месте. Лицо довольное. Я скорректирую дозировку окситоцина. Теперь самоотравление будет наступать медленнее. Тебе следует помнить, это просто прибор. Не надо привязываться. Каждого из них Также и некромать прибор. и некроматери. Этот процесс делает их непредсказуемыми и весьма ненадежными. А, то есть они из мертвых Образец людей, ББ не типа, послужил рождаются. дольше года. Твой может начать сбоить еще до конца экспедиции. Странно, то есть женщина телом жива, но мертвой. Ее трахают, она беременеет, Должен понять, потом мы еще рождает очень многого ББ. о них не знаем. Пиздец. Расширяя хиральную сеть, восстановив больше данных, может, мы и найдем ответы. Пиздец. Да! Ты просил узнать, почему твари реагируют на твою кровь. Я поговорил с Хартманом. Результаты скоро будут. А пока что отдыхай. Ты устал, да и ББ тоже. Спокойной ночи. Некромать. Да, чего только не узнаешь в этой игре. Подушки нет даже. Это GTA 6, да? Лондонский мост падает, падает, падает. Лондонский мост падает, моя леди. Сэм, Хм. ты меня видишь? Как ты держишься? Меня не стерегут. Я не в цепях. Но не уйти. Но если ты наладишь связь и доберешься до меня, мы вернемся на восток. Домой. Спасибо. Правда. Все плохо.
Людей в городах становится все меньше и меньше. Никто больше не заводит детей. Но люди не должны быть одни. Они должны жить вместе, помогать друг другу. И если мы на это не способны, если мы утратим связь, то тогда, как сказала Бриджит, вымирание. Да брось. От тварей мы так все равно не избавимся. Пока они среди нас, бежать некуда. Но у нас будет надежда. Я буду ждать, Сэм. Ждать тебя. Разыщи меня. Привет, Сэм. Это Хартман. Раз уж ты проснулся, неплохо бы освежиться. Может быть, сходишь в душ? Это полезно для души и тела. И для моих исследований тоже. Хорошо. Погоди. Так, надо выпить энергоса. Мега реклама энергетиков пошла. Да. Посмотрим, как эти очки смотрятся. Нормально. Так, ну... Дай пострем сначала. Даже звук есть. Вместо пердежа звук мотора мотоцикла, блядь. Что за реклама вообще? AMC Ride with Norman Reedus. Прикольно, прикольно. Ну, как бы напоминает игрокам, чтобы они в душ ходили. Дэдман передал мне твою просьбу, поскольку исследование тварей курирую я. Я возьму образец твоей душевой воды, чтобы выяснить, какой эффект оказывают твои телесные жидкости. Ты изучал других людей с Думом? Всех, Бриджес. Себя и маму. Результаты пока неоднозначны. Но у тебя есть другие необычные свойства. Ты ведь возвращенец. Я, признаться, испытываю определенный оптимизм. Обработка жидкостей, выделений, ехали, наполнение. Вот, возьми с собой образец. Если будет возможность, плесни им на тварь. Посмотрим на реакцию. Кто знает, может, это станет тебе подспорьем. Была одна научная работа на тему, какой эффект телесные жидкости людей вроде нас оказывают на твари. Подобные материалы – наша единственная надежда вернуть знания о прошлом. Не только о выходе смерти, но и об уникальных свойствах твоего тела и о нашем общем недуге Думе. Может, еще не все потеряно? Сэм, меня не интересует возрождение Америки. Меня интересует прошлое. Уже почти все. Ну, установим связь, ничего не будет, и что? И что тогда? Сэм,
Прости, что беспокою во время отдыха, но тебе нужно это услышать. Может, тебя это даже обрадует. Мы получили несколько сообщений на твое имя. Я сам их не смотрел, но они в основном от твоих клиентов. Стоит проверить, вдруг там полезная информация. Ты можешь просмотреть почту через браслет или терминал у себя в комнате. Я хочу поговорить еще кое о чем. Хиральная сеть дает нам возможность восстановить прошлое. Данные из разных уголков Америки, считавшиеся навсегда утраченными, можно собрать по Фига фрагментам. там отражения жесткие на Наши очках. архивы, конечно, пока не полные. Но по мере того, как мы будем встраивать в сеть новые пункты и города, мы будем добывать все больше и больше данных. Например, журналы и отчеты предыдущей экспедиции. Присланные ими данные пропали при разрушении центрального узла. Часть данных уже удалось восстановить. Ты можешь просмотреть их через свой терминал или через браслет в разделе «Архивы». Тебе будет интересно. М. Так, ладненько. Терминал. М. Двенадцать лайк. А. Так, спасибо за редкие материалы. Весь наш центр очень признателен тебе, но боюсь, я вынужден тебя огорчить. Помнишь тот мотоцикл снаружи? Так вот, его аккумулятор сел, тебе придется как-то его зарядить. Это достаточно сделать один раз. Дальше включится автоподзарядка. Извини, что мы тебя подвели. Да, тут еще одна проблема, знаешь. Разным производством надо координировать свою работу, обмениваться материалами, чтобы у всех было сырье, а продукция попадала в нужные руки. Для этого и нужны такие, как ты. Без курьеров вся система развалится на части. Да что там, система? Весь мир. А, то есть лайки это... Вот тут буквально посчитано 12 лайков, да? Было у меня. Так, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Где-то еще лайк пропустил, видимо. В общем, на пункте есть такой парень Джордж Беттон. Раньше он был нормальным курьером, а теперь не хочет браться даже за простейшие заказы. Жалуется на то, то на страх, то на нехватку окситоцина, то еще на какую-нибудь фигню. И даже если удается его уговорить, он теряет по дороге половину груза. И теперь у нас из-за него дефицит материалов. Но я не сомневаюсь в том, что ты поможешь нам это исправить. Мы верим в тебя, Сэм. Блин, какой-то жалкий гей. Так, 5 лайков. 1, 2, 3. О. А, вот тут 5. О, Сэм, спаситель наш. Жизнь на нашем пункте наконец начала налаживаться. Все стало как-то лучше. Когда все только начиналось, мы были полны энтузиазма, но 3 года изоляции и одиночества сделать свое дело. Черт, тогда мы даже ходили вешать знаки для курьеров и прочих, но потом кое-кто из нас вообще отказался выходить наружу, ссылаясь на агорафобию. Когда рванул центрально, я понял, Америки больше нет. Остальные это же тоже почувствовали. И тогда все стало каким-то блеклым.
а потом прискакал ты. Знаю, что ты думаешь. Я тоже сперва решил, что дело в эксцитоцине, но нет. Не только в нем. Точнее, вообще не в нем. Включив у нас в хоральную сеть, ты дал проблеск надежды, в котором мы так нуждались. Теперь мы снова в игре и даже думаем о том, чтобы снова ставить знаки, сторожевые вышки. Пройдет время, и мы начнем открывать новые маршруты доставки. Попомни мои слова. Впрочем, снаружи все равно страшно. Никакой эксцитоцин не защитит тебя от мулов, не говоря уже о тварях. Нарываясь на них, мы каждый раз пугаемся до полусмерти. И теряем половину снаряжения. Если честно, в глубине души я все равно боюсь, что мы не справимся. Именно поэтому ты нам нужен, Сэм. Ты ведь ничего не боишься, так? Ну так давай, покажи нам, как это делается. Окей. Повреждение ног из-за из плохих ботинок, нифига себе. Прикольно. Так, Мулу и синдром Дрома. Главной целью Бриджеса является возрождение Америки. В число приоритетных мер для достижения этой цели входит восстановление связи между поселениями и создание единой сети доставки. До выхода смерти информационные и транспортные сети объединялись все общество. В их основе лежала автоматизированная система с компьютерным управлением и доставкой дронами. И разработчики считали, что исключение людей из технологической цепочки приведет к настоящей революции, но все пошло не так. Вместо успеха мы получили то, что впоследствии назвали синдромом дрона. Люди не могли смириться с тем, что машины оставляли все меньше места обычному человеку. Это подтверждалось дефицитом эксцитоцина, гормональными сбоями и другими объективно фиксируемыми симптомами. Человечество должно оставаться частью процесса. В итоге были введены законы, гарантировавшие людям место в жизни. А потом все те, кого вытеснили машины, снова вернулись к работе и убедили себя, что общество без них не выживет. Это вызвало новую болезнь, синдром зависимости от поставок. После того, как выход разорвал страну, проблема доставки стала особенно остро. Лишившись авиации из-за хиральных облаков, мы были вынуждены полностью положиться на курьеров людей, хотелось бы нам того или нет. Вскоре среди них появились те, для кого доставка груза стала не только профессией, но и единственным смыслом жизни. Желание доставлять переросло у них в глубокую зависимость и разрушающую личность. Со временем они стали мулами, которых мы знаем и любим. То есть мулы, эти вот агрессивные гондоны, которые на меня нападают, они просто хотят отнять у меня груз и сами доставить его, типа. Да, блять, пожалуйста, не? Ну, то есть, знал бы я, то... Или чё? Я не знаю. Ну, вряд ли они их доставляют. Ну, странно. Смотри, как бы недавно Бриджесе, понятия не имею, нужно ли тебе все это. Но если ты хочешь поговорить об ББ, я к твоим услугам. Знаешь, почему меня прозвали Дедманом? То есть мертвецом. Из-за моей связи с покойниками. Я с ними, так сказать, на короткой ноге. Я часто беседовал с трупами, пока работал в морге. А теперь по той же самой причине я работаю с ББ. Я хочу знать больше о тех, кто уже не с нами. Но я отвлекся. Дело в том, что ББ поступили в войска еще до того, как я вступил в Бриджес. Более того, этих малышей изучали уже довольно-таки много лет. Но никому не приходило в голову применять полученные знания на практике. В общем, когда Бриджес решили производить собственных ББ, большая часть работы уже была сделана. Нам осталось только, так сказать, выполнить инструкцию. Но это не значит, что мы понимаем, как все это устроено. Почему они могут обнаруживать тварей? И каким образом им это удается? Связывает наш мир с той стороной. В общем, мы еще многое...
В общем, мы еще много не знаем о наших маленьких друзьях, но одно известно точно. Их изучение позволит нам лучше понять природу выхода, а также самой жизни и смерти. Да-да, ни больше, ни меньше. Ладно, думаю, на сегодня с тебя хватит. Надеюсь, в ближайшее время я смогу рассказать тебе что-нибудь новое. До скорой встречи. Первый темпоральный дождь мы наблюдали в момент выхода смерти. С тех пор прошло уже много лет, но мы ни на шаг не приблизились к пониманию того, как и почему он скорее течение времени для предметов и живых организмов, а потом превращает в обычную воду. Некоторые ученые полагают, что его капли каким-то образом похищают время. Тот факт, что темпоральные дожди наблюдаются только в определенных местах, позволяет предположить, что они как-то связаны с локальной концентрацией хиралия. Это не более чем предположение, но я подозреваю, что выход смерти каким-то образом изменил наше восприятие хода времени. Как ты понимаешь, это не обязательно плохо. Могут же люди думать о собственной смерти и даже возможности того, чтобы следовать за ней. Способность осмыслять будущее оказала огромное влияние на эволюцию нашего вида. А что если темпоральный дождь дает нам улучшенную версию этой врожденной способности? Настолько усиленную, что она поднимет нас на новую ступень эволюции. Возможно, нам вовсе не нужно прятаться в узлах. Возможно, когда-нибудь мы признаем выход смерти феноменом, который спас наш вид. Потрясающе, правда? Мне уже не терпится отправиться в путь. Кто знает, что нас ждет впереди. Понятно. Сигнал бедствия от персонала распределителя. Проверь заказ в терминале доставки. То есть выйти надо. Мы так не договаривались. Вы обещали сделать все возможное для спасения ББ. Так и есть. Но мы пока не можем отпустить вашего сына. Поверьте мне, так будет лучше. Поверить женщине в маске, которая лжет без конца. Сэм, я кое-что забыл тебе сказать. Это насчет уровня стресса ББ и снижения риска самоотравления. Если ББ испытывает стресс, с этим можно бороться разными способами. Например? В смысле, побудь там какое-то время. Покачай капсулу легонько туда-сюда, ну ты в курсе. Мне просто любопытно, как у него дела сейчас? Прежде чем я отвечу, Что-то не так? подключая ББ, я что-то вижу. И что ты видишь? Типа лицо, незнакомый человек, зовет меня. И еще комната. В ней разговаривают люди, но не разобрать слова. Эффект протечки.
Я тебя не предупреждал. Ты принимаешь воспоминания ББ за свои. Это ложные флешбеки, не больше. Сейчас объясню. ББ извлекают из некроматери на сроки в 28 недель и помещают в капсулу. То есть еще до того, как он родился. Это останавливает его развитие. Но в 28 недель его органы чувств уже достаточно развиты, чтобы обрабатывать сигналы. Он вполне способен превращать информацию в воспоминания, которые перетекают в твою память по вашей связи. И кого же я видел? Возможно, какого-то врача или технолога. Какая разница? Этот ББ уже давно работает. Он много у кого побывал. Откуда я знаю, кто произвел на него впечатление? Но ведь ты же эксперт. Нет никаких экспертов. ББ создавали тайно десятки лет назад. Они фактически черные ящики. Мы используем их, но не понимаем, как они работают. Поверь, я пытался что-то про них узнать, но почти все старые архивы пропали. Если я что-нибудь найду, то сообщу тебе. Даю слово. А, Пока ты отдыхал, я провел диагностику сети. Мониторинг Хиралия и голографические системы в норме. К сожалению, принтер не работает. Знаю, ты столько сил потратил, чтобы добыть для нас материалы. Это наш косяк. Мы заказали деталь, но ее так и не доставили. Без детали принтер не подключается к Хиралии сети. Наверное, ее украли мулы. Возможно, поймали нашего курьера. Если обратно, то не отнесли ее на свою точку выгрузки, которая в самом центре их территории. угу. Как насчет украсть у них нашу собственность? Таких квалифицированных людей, как ты, у нас больше нет. Окей. Мама добавила схему сторожевой вышки в твой ПХК. Если у тебя его с собой нет, стоит изготовить. Ага. Разведка территории не помешает. Так. Ты держишь в руках коллектор кристаллов. Как понятно из названия, в нем хранятся собранные тобой кристаллы. Позволь мне описать твою добычу. Хиральные кристаллы похожи на золото, и часто их можно найти в формациях, напоминающих отпечатки ладони. Камни и обломки обычно парят высоко над землей. И чаще всего встречаются там, где высокая влажность. Все запомнил? Дождь, парящие камни, золотые ладони. 3 признака. Внимательно ищи их, и тогда найдешь кристалл. Если ты наблюдательный, то, возможно, уже знаешь, где искать. Заказ назначен. Так. А, блять, у них же принтер не работал. Угу. Так, окей. Счастливого и впредь так держать. И впредь так держать. Держись, так держать. О,
Так, надо как-то воспользоваться этим байком потом. Лагерь мулов. Сэм, хиральные кристаллы невелики, их трудно заметить. Используй Одродек, чтобы выбрать правильное направление. Если хочешь разведать большую территорию, построй сторожевую вышку и используй ее сенсоры. Так, держимся от этих тварей подальше. Да ёбаный брод-то. Да, блять. Пизда. Да ебаность ты.
Все норм, все норм. Да блять, не норм, не норм, нихуя не норм. Да беги, долбоёб! Пизда. Нихуя себе. А, вот он я. Офигеть, здесь я потерял. Жопа, да. Смешная херня. Ёбаный в рот. Ой, опять 25. Да беги нахуй. Хотя погоди, у меня же есть говно. Или нет говна? Блять, у меня ничего нету. Ну прыгни, лол. Господи. Вот так, присядем. Ебать, не дай бог повторить это говно. Мне, кстати, посылка на почте не отдает. Во-первых, там имя Ивана, во-вторых, строитель не прикрепил инвойс. Все тебе приходится ебать мозг поделать инвойс и не здесь писать Иван или Александр. Блин, что так сложно? Что, прям поспать можно? О, прикольно. Сейчас я подойду.
Что происходит? Отдыхаем? Мы тут не одни. Блять, в смысле? Что это? А, типа то, что я здесь умер однажды. Так, погодите, а что я тут делаю? Вообще, в принципе. А. Что, собрал кристаллы стиральные. Можно по съебам. Это типа какие-то умершие люди или типа того. Их называют тварями. Привет, Дон Станислав. Пока-пока, говорит им. Нормально. Заказ номер 8. Так, сейчас, видимо, если мы сейчас это сделаем, то мы сможем прокатиться на байке. Сэм, доставка керамических кристаллов отличается от обычных. Но сам процесс очень прост. Загляни в терминал доставки, чтобы выгрузить все керамические кристаллы. Так. Куда надо?
Хиральные кристаллы. И то? Переработать. А, все-таки переработку надо. Принес там хиральные кристаллы. Эти кристаллы формируются только там, где много хиралия. Вот я и думаю, не связано ли это с расширением сети. Черт, сынок, это же целая куча кристаллов. Похоже, техники и исследователи получат все, что им нужно. Нормально. Ремонтный спрей. Угу. Ты можешь оставить хиральные кристаллы в комплексе. Они отправятся в его хранилище. Отлично, Сэм. Похоже, твой уровень связи растет. С повышением твоего уровня связи вырастет и количество ресурсов, которые ты сможешь взять в комплексах. О. Грузчик. Перспективный грузчик. Окей. Пока не забыл. Это тебе. Это специальный спрей для ремонта грузовых контейнеров. О, Спасает даже от разъедания темпоральным дождем. окей. Он поможет, если тебе и грузу здорово досталось. Мы добавили его в твой список припасов, так что если нужно, пользуйся. До встречи. Есть связь между повышенной концентрацией хиралия и образованием кристалла. Возможно, это результат расширения сети. Но не волнуйся. Местная концентрация хиралия более-менее в пределах норм. Если найдешь еще кристаллы, непременно возьми. За это получишь награду. Если найдешь еще кристаллы, то можешь оставить в одном из комплексов. И любые другие ресурсы тоже, как и ненужные тебе предметы. Все обладает ценностью. То, чем мы не пользуемся, можно разобрать на части для исследований или чего-то еще. Понял. Ну да, попробуем на кристалл оставить здесь. Благодарю вас за...
М. Благодарю вас за поддержку. Так, погоди, ремонтный спрей. Спасибо за ваш вклад. Так, надо подхилиться слегка. Блин, каждая вылазка все равно дается очень жестко. Этого достаточно. Хорошо, что все работает как надо. Новейшая модель в нашей линейке X-гранат. Вот она, номер 2. Эта модель произведена с использованием экстрактов, полученных из твоих каловых масс. Мы полагаем, что в результате регулярного употребления криптобиотов ты выделяешь компоненты, которые могут быть особенно эффективны против тварей. Если ты хочешь, чтобы мы произвели больше таких гранат, тебе нужно лишь предоставить нам необходимое сырье. Значит, надо Буду срать. ждать твоих отзывов. Ну, прикольно, прикольно. Норман Ридс такой на меня посмотрел, говорит, не-не-не. Погоди, а ты срать хочешь? Нет? Хочешь посри? Еще. Нет, блин. А поссать? Экс-граната номер 1. Ну, окей. Мочи много. Кайф. Кал и моча. Это наша новая экс-граната, номер 1. Она так называется, поскольку в ней содержится выбранный экстракт твоей мочи. По сравнению с первым вариантом, в этой экс-гранате концентрация твоих жидкостей выше, что должно сделать ее более эффективной против тварей. Если будешь пользоваться туалетом у себя в комнате, мы будем собирать исторгнутую жидкость и производить новые гранаты. Так что не волнуйся, запасы не иссякнут. Так, ну давай примем душ. Принятие душа тоже, по-моему, дает гранаты. Да. Блин, тоже душ принять захотелось. Хотя я недавно мылся. Экс-граната номер 0. Душевая вода. Ну кайф. Ну все, пошли отсюда. Так, значит, калб собираем.
М. М. Благодарю вас за поддержку. Окей. Спасибо за ваш вклад. Сканирую. Счастливого. Сэм, работай. Не заставляй людей ждать. Да. Оружие разрешено. А. Сэм, похоже, что у Байка сдох самозарядник. Если захочешь прокатиться, то придется воспользоваться генератором. Так, погоди, а как генератором пользоваться? Сканирую. Сканирую удостоверение. Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Оружие разрешено. Понял, ладно. Ну, как будто бы посюда стоит идти. Почтовый ящик. Сторожевая вышка. Не знаю, правило это или привычка, но мулы почти всегда относят трофейный груз к себе домой. Найдешь ящик, заберешь из него груз. Все просто. Но будь осторожен. Эти парни вооружены. Если что пойдет не так, готовься к драке. Понял. А, рукопашная, значит. Крутой склон. Ну я тут, наверное, построю, я думаю. Нормально. Должно хорошо получиться. Да.
Строительство завершено. Угу. Блин, мне бы тут лестница понадобилась, конечно. Блин, ну тут крюк есть, но он... Ёб твою мать. Все-таки веревка тут. Балдево. Мега лайки! Запомни, прежде чем идти к точке выгрузки, желательно поставить вышку и определить местонахождение почтового ящика с нашим грузом. Точки выгрузки редко пустуют, так что надо действовать скрытно. Старайся перемещаться медленно, чтобы не шуметь. Так, лестница мне понадобится. Расстояние 106. Он наверху, да? А. Стал сухо от Кодзимы. Начало. Жестко я его. Все, залутал бомжа. Ебать, у них тут. Вообще похуй. Ну хотя не похуй, но я доставлю. Я смогу доставить. Потопал, потопал. На жадничах. Вижу веревку, я думаю, смогу подняться наверх. Хотя в таком состоянии, интересно, смогу?
Ну все, это успех. Так, Сэм, хватай груз и уноси ноги. Ебучий. Так. Сброшу нахуй металла. Металла повышенной плотности. Блин, чтобы еще. Смола, наверное, мне нахер не нужны. Специальный прибор. Не, ну это надо. Блин, вот металл повышенной плотности, конечно, жалко. Выкидывать. Блин, ПХК может кинуть 5 веса. Так, и 4 кг. Блин, ну лестница очень нужна. Возможно, даже сейчас понадобится. Так, гранаты нужны, спрей нужен. Ладно, все. Да в рот того клал. Серьезно? Ладно, короче, сейчас будем драться. А, вот. Металл у меня, кажется, есть. Беги! Груз похищен. Да вообще насрать. Они там остались лутаться, что ли? Видимо, да. Ну, пускай лутается. Вообще похуй. Вообще похую. Ёб вашу мать, они не отстали от меня. А, нет, отстали. Мулы, наркоманы, гоняющиеся за кайфом. Жаль, что нам приходится их. Раньше все делали компьютеры. Грузы доставляли машины и беспилотники. Нам оставалось только смотреть, как они работают. Это была революция, практически сингулярность. Должно было прижиться, но не прижилось. Людям не понравилось, что мы удалили из обслуживания человеческий элемент. Поэтому после некоторых раздумий мы вернули его. Создали ненужные рабочие места и дали людям, которые не могли без них жить. И покатился снежный ком. Теперь у нас есть диктаторы, поклоняющиеся грузам и ворующие поставки. Шакалы, выслеживающие курьеров. Постарайся им не попасть. Арасхан! Сканирую
Активирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Обеззараживание костюма. Сюрприз так держать. Добро пожаловать, Сэм Портер. Сюрприз так держать. Неплохо. Сейчас, подождите. Пора привести хиральный принтер в рабочий вид. Извини, что так тебя нагружаем, но поверь, дело того стоит. Великолепно. На машине ни царапинки. Я и не сомневался, что справишься. Уровень 1. Как там твоя обувь? Ничто так не портит рабочий день, как отлетевшая подметка. Если ничего не предпринять, рано или поздно получишь травму. Я добавил в список припасов ботинки. Стандартная модель Bridges, так что тебе подойдут. Всегда носи с собой хотя бы пару. Но если забудешь или попадешь в беду, то сможешь изготовить новый через один из наших терминалов. Некроз и древнеегипетские представление смерти. 2 года спустя распределитель запада столичного узла. Хиральная сеть 1. Мост, нифига себе. Народный курьер. До встречи. Поздравляю, Сэм. У тебя теперь есть доступ к хиральному принтеру. Это невероятно полезное устройство. Работает только потому, что наша сеть использует свойства берега, позволяя нам мгновенно передавать огромные объемы данных, так как в обычных обстоятельствах на это ушли бы часы и даже дни. Кое-кто полагает, что хиральная сеть — это фактически машина времени, которая передает данные в прошлое. Мы пока еще не совсем понимаем природу этой сети и берега, хотя уже полагаемся на них. У нас такие же отношения с ней, как у первобытных людей с огнем. Она полезна? Очень. Она опасна? Несомненно. Однако же мы решили, что польза превышает риск. Более того, поскольку твари связаны с берегом, его стоит изучать и экспериментировать с ним. Это может принести большую пользу. Конечно, это же можно сказать и про тебя. Не сомневайся, я сообщу тебе, если что-то узнаю. Честное слово. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки.
Так. Ветроэлектростанция. Мы добавили схему моста в твой ПХК. Сначала тебе нужно заложить основание, а потом добавляй нужные материалы до окончания постройки. Мосты пригодились бы многим рекам и каньонам, знаешь ли. Ты точно не пожалеешь о потраченных усилиях, когда пройдешься по построенному тобой мосту. Попробуй. Угу. Так, 2 давай. Я не понял, что так много весит? А. Заказ назначен. А, мне эти металлы понадобятся для того, чтобы изготовить мосты на месте, типа. Ой, блин. Да за что? Как же меня нагружает просто. Дай-ка ботинки мулов. Ботинки мулов. Тогда мне нужно где-то...
Короче, погодите. Ебать. Ну и хуета. Так. Подожди. Эреса. Эти... Это...
Так. Дай-ка в личное хранилище положим. Блок питания. Господи. Впредь так держать. В смысле? О, другое дело. Сканирую. Счастливого пути. И впредь так держать. Стой, Сэм. Впредь так Похоже, держать. что у тебя нет при себе необходимых для моста материалов. Не забудь забрать все, что мы тебе выделили. А, вот мост. Обеззараживание костюма. А? Курьером работаешь. Доставляешь вещи. А? Хочешь-то? Здорово. Подожди. Надо, папа. Металл же с собой меня. Чё он гонит-то, ёпте? Сканирую. Счастливого пути. И впредь так держать. Сэм, погоди. Без нужных ресурсов ты этот мост не достроишь. Нет смысла отправляться на место без них. Забери все, что мы тебе выделили. Сэм, похоже, ты нашел место. А? Минуточку. У тебя же нет материалов для моста. Без них ты работу не закончишь. Да в смысле не закончу? Что закончу? Так, завершить постройку. Металлы. Добавить материалы. Подтвердить. А, реально не хватает. Взаимно. Еще 200 надо. Да ёпта. Дай-ка я попробую построить тогда. Почтовый, блин, ящик. Строительство завершено. Так.
просто нужно рискнуть жизнью, да? Ладно, наслаждайся, пока можешь. Ладно, пора идти. Это, пока им никто не пользовался. А, твою мать, это не так работает, да? Да ёшкинки. Так. Наши тропы становятся до... Ладно, да, я сюда в личное хранилище положу. Чтобы хотя бы добежать спокойно. Сэм, наши тропы становятся дорогой. Видишь свои следы? Это история. Будь ты шпионом, ты провалил бы задание. Но ты не шпион, поэтому гордись этими следами. Они доказывают, что ты Шпион. существуешь. Отсылка, да? Продолжай в том Metal Gear Solid. Практически. Так. Сканирую. Счастливого пути. И впредь так держать. Так, Сэм, доберись до места, где нужно построить мост. Фундаменты уже должны быть на месте. С твоей помощью мы в 2 счета закончим. Рядом должен быть терминал. Передай через него материал. Сэм, ты добрался до места. Ищи терминал поблизости. Передай через него материал. О. Угу. Это вот такой вот человек. Да... Сукин сын.
облегчит жизнь множеству людей. Не сомневайся, любой путник или курьер, что окажется рядом, будет благодарен. Высматривай и другие места, где мог бы пригодиться мост. Улучшение постройки есть. Сэм. Сэм, наши тропы становятся дорогами. Видишь свои следы? Это история. Будь ты шпионом, ты провалил бы задание. Но ты не шпион, поэтому гордись этими следами. Они доказывают, что ты существуешь. Продолжай в том же духе. Пусть люди знают, что ты есть. Подари им смелость, чтобы они объединились. Да ну Пока ты нахер. строишь дороги и помогаешь соотечественникам, ты укрепляешь узы между всеми нами и указываешь людям путь. Я реально смогу донести это дерьмо? Как будто бы охуеть далеко, не? Блин, я еще типа не отдохнул. Мне чел капец какой уставший. Надо будет почаще использовать инструмент по дороге. Там типа лестницы проставить. Блять, ебаный дождь. Какая неприятная неожиданность. Непон. А где лестница? Да мать твою, где лестница? Привет, привет. Погоди, у меня реально нет лестниц? Да нет, дохера их. А. Да ты чё, гонишь, что ли? В смысле ты их выкинул? Не, он рофлит реально. Так, погодите, а так... тогда надо их как-то перенести. Стойку для инструментов. Стойку для инструментов. И стойку для инструментов. А, только одна. Да ёб твою мать.
Что ж ты будешь делать, да чел, пожалуйста, не души меня. Погодите. Блин, вот это вот персонализация сейчас пошла. Так, ремонтный спрей. Прикрепить костюм. Якорный крюк. Меняю. Пускай. Меняю. Меняю. Все, другое дело. Блин, тяжело. Да, так приболел. Блин, ну сейчас я еще тут занят. А, и один хер у меня в инструментах этого, ну, спрея нету. А, есть. Господи. Блин, а у нас зима там стоит давненько. Кто-то здесь помочился. И впредь так держать.
Сильный ветер. Так вот что меня как поребит. Отлично. Ну ёб твою мать, а там еще и эти твари, да? Ну, естественно. Повышенный плотность, ну да. Как бы, по сути, одно и то же сейчас начинает. Ну, как бы так и получается, да. Плотность повысилась. Причем сильно.
Бля, мне пизда. Ну, охуенно просто. Да, блядь, ёб твою мать. Да, блядь, ну похуй на этот ПХК, наверное, с одной стороны. Да, пиздос, все, приехали нахуй. Ебать, эта мразь меня унесла. Заебись просто. Так. И чё? И кого, блядь? А, я все на свете проебал. А, нет. Да в смысле у меня их нету? У меня вообще ни хера нету. О, да. Все гранаты и прочее дерьмо наверху. Блять, в смысле неподходящая область? Ебан. О, нихуя. Блин, спасибо, братан. Господи. Ну нахуй, сейчас забагалар. А? Вот это другой игрок помог мне. Черный, да. Вот он тебе грязный стал. Но все кейсы были именными. Блин, как это работает, интересно. Мне супер помог.
сломано, нахуй. Блядь. Что? Ящики, да? Вот это вот грузы всякие. Да блин, чел, не падай. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Каким-то сраным чудом я сюда добрался. Жесть какая. Доставляю груз. Спасибо. Этот прибор поможет запитать распределитель через хиральную сеть. Да и другие объекты тоже. Надеюсь, что ECA с толком потратит наше электричество. Можно взглянуть? Отлично. Все в порядке. Я ценю это. Это Мельгин, который Новый год положил, Ольгин Новый год шапка, да? $55, наверное. Б. Ну а чё не хотели? Теперь нам нужно подключение к хиральной сети. Действуй. Да, сезон на плюшке. Ну, Кодзима гений, он все предусмотрел. Все чуваки на станциях с таким шапком. У нашей сети ограниченная мощность, и каждая твоя постройка ее расходует. Но с повышением уровня связи и доступная мощность также станет расти. Угу. Генератор термо построить. Ну кайф, наконец-то. Мы все сделали вовремя. Спасибо еще раз. Говорят, что вся твоя группа погибла. То, что ты делаешь, невероятно. Ты сам себе экспедиция. Надеюсь, у Амелии тоже все хорошо. Интересно, добралась ли она до крайнего узла? Она поручила нам электростанцию. Амелия указывала путь, а я был в арьергарде. Лично я с ней не знаком, но для меня все равно было честью идти вместе с ней. Когда увидишь ее, можешь передать ей эти слова. Сэм, на 2 слова. Я провел эксперимент с твоей кровью. Похоже, ты что-то обнаружил. Мы распылили образец твоей крови на территории тварей и обнаружили, что их активность снизилась. Это пока не точно, ведь у нас нет других возвращенцев, на которых можно провести дополнительные тесты. Но
это заставляет предположить, что жидкости возвращенцев отпугивают тварей. Мама предложила создать оружие, чтобы испытать эту теорию. Прототип будет скоро готов, и тогда тебе нужно будет его испытать. Сэм, это идеальная возможность. Мы подключили к хиральной сети почти весь регион. Остался только портовый узел. Вернись в столичный узел и возьми припасы для портового. Когда придешь, мы сможем лично выдать тебе прототип. И еще. Курьеры редко добираются до этой электростанции. Когда будешь там, возьми имеющиеся заказы. Если есть работа, не возвращайся с пустыми руками. Зайди в тот терминал доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Ща, погодите, пускай отдохнет. Ёпта мать. Вообще человая игра, да? Даже почилить можно, отдохнуть. Еще немного.
Сэм, вернись в столичный узел и возьми припасы для портового. Да ну съебись. Ну ёб твою мать. Не могу. Наконец-то, блядь. Да, опять этот, ну, загрузили. Ща. Да ёбаный рот, нахуй. Сука, пизда. Заебете, блядь. Какой же курс ебаный, блядь. Я просто не могу, нахуй.
Больно. Блять, хуйня какая-то. Привет, Сика, здорово. Блять, а как я проверю-то нахуй, что они поступили точно? Никого нет дома. Амелия, слава богу. Больно. Еще немного. Айбан, блядь.
Как они вовремя всегда это делают. Сейчас, подождите, ребята. Заебал нахуй. Заебал бы. Ай, блядь, того рвет нахуй. Не могу. Откуда к переводу?
Блядь, ну хрена там гамматы дизни. Блядь, давай. Ой, ёбаный рот. Больно. Никого нет дома. Еще немного. Зарядник-то alınır пожалуйста. Амелия, слава богу. Зарядник. О, хатын папа зарядник. Еще немного. Пиццы нет. Остыло все.
Ай, бля. Ну ладно, нет покоя грешникам. Да ё-моё. А, нихуя, 30 минут тут просидел. Ну, заебись. Блин. Прикольно вообще. Так. Если потом, но не... Доставляю груз. Благодарю вас за поддержку. Поздравляю, Сэм. Теперь ты можешь брать общие заказы. Общий заказ. Естественно, они менее важны, чем заказы, выданные лично тебе. Но если тебе по пути и есть свободное пространство, то можно прихватить еще что-нибудь, так? Пусть этот груз не относится к заданию, для кого-то он может быть важным. Так почему бы не помочь? Ну, обратно. Это довольно необычный заказ. Тщательно изучи ключевые детали. — 45 минут доставки, нихуя себе. Охуенно. Ну, готов охуевать. Погнали. Отлично. Ветровая электростанция, которую ты добыл, очень важна для нашего дальнейшего развития. Он перезаряжает аккумуляторы устройств, находящихся рядом. В том числе машин, байков и другой техники с аккумуляторами. Кайф. Наконец-то байк. Ну, жиза. Да, ёпта. Что тебе надо, чел? Ага.
Сука, я даже не отдохнул. Чё? Не, как бы, я, конечно, полежал, там вся херня, но это полная хуйня. Оружие разрешено. Оп, вот. Ну уже. Давай, соберись. Чуть не прокинулся. Ну уже. Это тебе. Спасибо за помощь. Да заебал, всё, ну возьми ты нахуй, ёб твою мать, пиздец. Неплохо. Блин, можно было вот так вот спокойно дойти, что ли, реально? Это реально? Или это только лишь из-за того, что я связь восстановил? Стало вот так идти. Нужно попить. Да нет у меня просто ноль. Погоди, блин.
Как нихуёво. Блять, у меня же время нахуй, сука, заебало. Бля, везде и всюду душнина, бля, ёбаная, нахуй. Сука, ну, блять, беги, гондон. Пиздец.
Блядь, чел, нахуй. Не еби мозга, пожалуйста. Да байк там есть. Да, чё за хуйня? В смысле не защиту? Ой, сука. Хотя бы узнал свой предел. О боже. Сыр. Да это не был бы душка, если бы, блядь, у меня тут нахуй дела ебаные не были бы, нахуй. Алло. Поступили или нет? Я гадаю, Кальбакун, да. Почему мен просто тынчаны, эти качаны бартын тынка бихемда на веру. Вот он, я со всеми левыми людьми только то перевод был. А? Нет, ну там же уже крипта, и эту крипту я ему должен перевести за то, что он перевел валюту на счет. Ну, пиздец. Чё, хаюны, итар булам, да, или чё? Точно иттым, дед. Ох, уже хайдах-татах. Сох, а ну болбас. Ох, не бәтін картаттан эти тох щетка итта. О, блядь, а ведь. Ой, оно таки еме подпись, тем хая надо, да. Вообще-то бук тох поладить. Уже тох. Тут.
Только на ты-то чё, ну вообще дэпин. Этого человека не найти. Этого человека не найти. Это прям карта в ТХПН, если он уже отправил деньги, и я ему обязан перевести эти деньги. В смысле относительно ты один? Ой, бля. Benim gittin kötü buladı yol kaçını обратно. Блять. Ой, блять. Блять. Заебал нахуй. Сука. Блять. Да пизда нахуй. Почему ты реху?
Блять. А что будет, если, блять, в ёбаном нахуй... в бирже крипты я делаю переводы, вся хуйня, короче. Блять, какая тупая хуйня, боже, сука, блять. Блять.
А, бля, заебал нахуй, сука, бля, заебал нахуй. Как мне заебать ебаные переводы нахуй. Блять, почему именно, блять... Точно, точно. Только я могу закончить то, что не начал. Да, блять, курдук, бантах ты нахуй. Аббас курдук, блять, бантах нахуй. Требует, сука, блядь, подписи нахуй от перевода. От того, кто перевел нахуй. Блять. Он мне напрямую хая там дирхамнары, бля, булламди. Он бир хуютта, блять, ол тоха. Он океаноним буллади, блять. Сука. Бям тайска карта урытых тахту, он сток выдавал, на такие на хаят. Напрямую дирхамнары хаят. Блять, ёбаный рот. Сука, блять. Обеззараживание костюма. И впредь так держать. И впредь так держать. Вот такие кирбиты было точно. Вот он, у меня тут еще вот эти вот ебаная крипта должна пойти к этому человеку. Ну, как бы то ни было, бля, получается, мы эти деньги нихуя не увидим, потому что эти деньги будут заморожены и аннулируются, и ему обратно отправятся, а он еще и получит крипту эту нахуй сверху. Блять. Какая хуйня, блядь, сука.
Блять.
Ох, tohto. Me.
Ой, ну естественно, сука, блядь. Заебал.
Сейчас подойду и расскажу, что происходит, блядь, пиздец.
Fantastic, pasta. Блядь. Я походу сейчас дохуя денег проебу. Причем не моих денег. Блядь. Я пиздец тут умоляю человека нахуй. Просто, блядь, буквально нахуй на коленях. Пизда. Ща подойду.
Да. Ну... Короче, у меня родственники взяли квартиру там где-то в Дубаях и взяли в кредит большой. И выплачивание каждый раз в месяц там надо переводы делать ебаные. Или типа того. И сейчас вот очередной такой перевод я... Бля.